скажем, помянем. Уничтожили мой YouTube. Один из ютубов деген кебек. Такой день у меня сегодня. Поставим что-нибудь послушать. Новости деген кебек. Пока для начала. Не знаю даже, вот попробовать сегодня. Микрофон даже есть у меня. Сегодня испытать можно. Микрофон. Прием. Максимум. Вот. Получается, на весь ход могу что-то говорить. Удобно. Ну-ка. Дистанционно? Дистанционный? Ой, нихуя себе. Ну, нормально. Ну, темы разные, но я не стал никакие темы говорить. Так, куда это воткнуть-то? Чтобы оно звучало вам. Просто эшләрем бар. Так, сәлам жамағат. Ишетеләмме мин? Не знаю. Так, куда поставить-то его? Не меня это вообще слышно было. Так. О, нифига себе. Рядом преподносить нельзя. Так, нет, я же здесь. Просто у меня есть кое-какие дела домашние. Меня слышно? Угу. Ну, декабрь. Бүгін 2 декабрь. Надеюсь, меня слышно. И мында бір шигырь сөйләп җибәрим әле башта. Потом мы начнем потихоньку барып, пока кеше юк. Кышкы төннең моны. Үсеп чыккан бозлар җемелди. Шәмнәр яктысы аксыл төнне бизи. Кыш килде. Күңелләр уяна. Ак карлар җирне каплый. Тын кала. Монда кар юк, конечно. Ну, потихоньку. Может, будет потом. Кышның җиле салкынча исә. Карлар җирне акка бизи. Һавада йөзеп кар бөртекләре көзге моннарны алга сөрә. Кышкы төннәр монсы тыныч. Йолдызлар яктырта күккә батып. Салкыннарда жан җылы таба. Тынычлыкта күңел тынычлана. Наверное, эхом отдает. Не знаю. Проверка связи. Тут. Раз. Прием. Шундый хәл, дуслар. Темалар инде всякие, разные, так скажем. Сегодня мен бер эш белән барганым. Короче говоря, вот как меня не блоканули. Типа мы ютубым, короче, ошамый кешегә, дөресен сөйләсәң, кемгә ошый инде, бер кемгә ошамый. Шундый хәл. Так, монда что тут есть? Bundan 1427 yıl idi. Ondan sonra 922 yılda İslam dinini devlet dini etip kabul etken vakitte Ahmet İbni Fazla'nın risalesinde Bozkurt diyen millet var. Tatar diyen millet yazılmalı. Ve Bulgar diye yazılmalı. Sizin şekilli aziz kardeşlerimiz inanında, dininde, kiriliginde devam eden halkın bütün dünyada 50 de başka oldu. Bunda tabii video жиберганlar Тунгаур. Короче, кеше bir video нәрсәкәй китапны табып алган идем. Что онда типа башкортлар булмаганмы, нәрсәдер инде дип, кемдер язган инде. Дамир Исхаков. И менә аларга как бы ответ дали. Просто
Как башкирские историки лгут об этнической истории башкир на примере деревни Туктагулова в Башкирии. Короче, әйленде бір ауылларына татарлар толашып йөрейді, я так понял, поэтому. Шондый. Так, и тут онарға жауап скинули. Иштаг Башкирии упоминается и в письме Рахман Колой. В 1970-х годах турецкий историк Агдез Немет Курат в Стамбульской архиве крымских дел обнаружил уникальный документ 17 века. Документ дипломатического характера, где перечисляются народы бывшего Казанского ханства. Примерно вот так. Короче, давайте читать пока не могу, что-нибудь поставим и будем слушать. Нахрен этот микрофон я вырубаю. Так, это просто проверка связи была. Не знаю, какая запись пошла там. Может, кто-нибудь что-нибудь ответит, слышно меня или нет. А то в тот день Ника говорила, не слышно что-то туда-сюда. Получается, справа у меня вообще новый YouTube, слева старый YouTube, который пока еще живой. Шандыхан. Так, давайте что-нибудь врубим. Новости вместе. Так, 8'den 20 minut öte. Новости я почти уже досмотрел, это там ничего особенного. Потом что-нибудь такое интересное надо послушать, поставить. Что происходит вообще в мире. Так, Хазар. Воткнем что-нибудь и пойдем. Так, кого поставить? Тут столько новостей, но больно. Не все я слушаю. Так. Бои в Сирии. Выведет ли Путин войска? Ослабит ли Россию второй фронт? Давайте вот Азатлык послушаем. О чем тут говорят. Российские военные отступают в Сирии. Башар Асад в Москве. Кремль обещает ему помощь. Чем за нее заплатят граждане России? Мы, разумеется, не собираемся погружаться в этот конфликт, что называется, с головой. Нефть, торговля оружием и контракты на сотни миллионов долларов. Что Путин делал в Сирии и чем пожертвует, чтобы вернуть свое влияние? Давайте вот его послушаем. И Это потом... программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Нормальный Ирак чувак. отправил военных в Сирию, чтобы помочь Башару Асаду отбить Алеппо, пишет агентство Рейтер. Судя по сообщениям ТАСС, Асаду помогает и Иран. Коммерсант в выходные писал, что с возобновлением боев за Алеппо Асад приехал в Москву. Кремль эти сообщения не подтверждает и не опровергает. Но пресс-секретарь Путина говорит, что Россия, цитата, подумает. Надеюсь, слышно, скажете, есть что. Если не слышно, скажете. Хорошо или плохо. Возможно ли обстановку в Динамик минал там. И чего это будет стоить для России, обсуждаем сегодня в эфире. А подробнее о том, как за эти выходные поменялся расклад сил на Ближнем Востоке, смотрите в нашем сюжете. Мощные взрывы раздаются в сирийском Алеппо, на шоссе рядом с университетской больницей.
А это район города Идлиб на севере страны. Как пишет Reuters, сирийская и российская армии нанесли серию авиаударов по городам, занятым повстанцами. По данным спасательной службы сирийской оппозиции, известной как «Белые каски», удары пришлись по гражданским объектам. Погибло более 50 мирных жителей. Я готовился к молитве. Дочь и жена тоже в комнате. И тут крыша дома рухнула. Вся. Пыль окружила нас. Я попытался убрать цементный блок, но не смог поднять его в одиночку. Я позвал на помощь соседа. Мы подняли крышу, вытащили мою дочь и отвезли ее в больницу. Президент Сирии Башар Асад поклялся уничтожить повстанцев, а Москва уже пообещала ему дополнительную военную помощь, пишет Reuters. И 30 ноября российская авиация впервые с 2016 года нанесла удары по позициям повстанцев. По данным Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, уничтожено порядка 320 боевиков. Мы идем в Дамаск, мы идем в Хаму, мы идем в Хомс. 27 ноября повстанцы начали стремительное наступление на севере Сирии и уже захватили более 50 населенных пунктов в провинциях Алеппо и Хама. Сегодня они контролируют Алеппо. Этот крупный город последние 8 лет удерживала правительственная армия Башара Асада. Теперь повстанцы сносят в городе статую президента. Из-за обострения гражданской войны свои дома покинули более 10 тысяч человек. Я уехала со своими детьми и семьей из-за постоянных атак и обстрелов. Мы надеемся, что мы вернемся домой в безопасности, и пусть Бог поможет нам и всем этим людям. Гражданская война между армией сирийского президента Башара Асада и повстанческой коалицией идет с 2011 года. За это время погибли тысячи мирных жителей, миллионы покинули свои дома. Основную территорию страны сегодня контролируют правительственные войска. На стороне армии Асада воюют ее союзники Россия и Иран. Силы сирийской оппозиции заняли северо-запад. Во главе повстанцев радикальная исламистская группировка Хаят Тахрир аш-Шам, которая ранее была связана с Аль-Каидой. Россия, США и Турция считают ее террористической. На северо-востоке часть территории контролирует свободная сирийская армия, которую поддерживает Турция. Она начала военную операцию также и против курдских формирований на севере страны. Москва активно участвует в конфликте с 2015 года. У России есть авиабаза на сирийском аэродроме Хмеймим и морская база в порту Тартус. В Средиземном море действует российская эскадра, а российская авиация поддерживает наземные операции сирийской армии. Ну, конечно же, продолжаем поддерживать. Так, salam 3 kishi kelgan, rahmat. Ishlarim bor ozgina. Uydan yuvaman. Продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. И будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки. Как пишет Wall Street Journal, повстанцы уже обратились к Москве с призывом пересмотреть свои интересы в Сирии и свою роль в конфликте. Успех повстанцев стал следствием войн, в которые оказались вовлечены союзники Сирии. Россия теряет людей в Украине, а ЧВК «Вагнер», которая активно действовала в Сирии, уничтожена после мятежа Евгения Пригожина. Иран же ослаблен из-за войны Израиля с Хамасом, а ливанская группировка Хизбалла фактически побеждена, пишет издание. Проблемы армии Асада и российских военных, которые его поддерживают, обсуждаем с нашими гостями. А чем проблемы Путина в Сирии грозят гражданам России? Мы спрашиваем вас, дорогие зрители. Такой опрос вы видите в чате трансляции. Мы там предлагаем вам 3 варианта. Один про деньги, другой про людей и третий о том, что, возможно, ничем на граждан России и не влияет. Пожалуйста, голосуйте. В конце программы мы посмотрим, как вы чувствуете влияние войны в Сирии на себе. А пока вы голосуете, к нам подключается военный аналитик Давид Гендельман. Давид, здравствуйте. Добрый день. Давид, обозреватель Бильд Юлиан Рёбке пишет, что одна из причин нового наступления на Алеппо – это вывод российских военных в Африку. Зачем солдат и самолеты российской армии перевозить в Африку? Ну, в принципе, видим уже последние пару лет, особенно последний год, резкое усиление российского военного присутствия в Африке. Это как частные наследники, скажем так, Вагнера, так и так называемый Африканский корпус Министерства обороны Российской Федерации. Частично это конкурирующие организации, иногда они сотрудничают. В различных африканских странах идет как политическое, так и экономическое наступление с целью выдавить оттуда, в том числе французское
военное присутствие. Это идет в основном в африканских странах Сахеля. То есть это политическая экспансия. Вот я же говорил вам, что французов хотят выдавить оттуда. В Мали то же самое. Мали, вот это Нигер, короче, везде вот там. Короче говоря, суть борьба за этот, так скажем, материалы, ну как это, блядь, сырье, блядь, за сырье. Суть такая, что, блядь, не хотят эти уроды, получается, чтобы оттуда саудиты или кто там, блядь, газ не гнали, короче, в Европу. И отсюда хочет, блядь, пидор Путин перекрыть кислород, получается, слева. Ну, так скажем, блядь, слева, да, так на карту если смотреть, оно явно не слева, мне-то как будто бы слева, кто откуда стоит. Короче говоря, со стороны Азии, так скажем, да, вот со стороны вот именно вот ниже Турции, Сирии, блядь, оттуда хочет этот гондон перекрыть, получается, точнее, оттуда он нес бы, блядь, через Турцию нес бы, блядь, свой газ, да, допустим, или там через Европу. А там, оттуда, наоборот, блядь, со стороны... арабы, короче, хотят напрямую гнать газ сюда, короче, хуй знает какой газ или нефть, я не знаю, что оттуда везти хотят. В итоге, короче, этот пидорас хочет там перекрыть кислород, поэтому он там суетится. Там вообще ни в пизду, ни в армию он зашел, этот ублюдок Путин, короче, в этот. Там ему нихуй делать вообще, блин, узкожопым. Ему что, огромной России не хватает, твари? Поэтому мы срочным образом мы должны достичь цели. Башкортостан и Татарстан должен быть независимым. Кровь из нос там. Пусть нахуй мне 10 аккаунтов закроют. Похуй, еще будем новые открывать, опять будем пиздеть. Вот и все. Некоторое подобие того, что делал в свое время Советский Союз. Понятно, что таких возможностей, как у Советского Союза, сейчас у России нет. Тем не менее, экспансия идет, и в некоторых франкоязычных странах позиции России, как минимум временно, в последнее время вполне укрепились. А почему приоритет в сторону вот каких-то франкоязычных стран, а не такой горячий регион, как Сирия? Конкретно в Сирии после 2020 года, после ухода основной части боевиков в зону деэскалации в Идлибе, каких-то значительных боевых действий не было, поэтому можно сказать, что именно это и было в основном причиной такого эффекта внезапности. Сирийская армия, сирийское правительство в целом просто расслабились, заснули на посту, и хотя сейчас задним числом мы видим, что примерно 2 месяца назад иранская разведка предупреждала о возможном таком внезапной активизации боевиков как из района Идлиба, так и из других. Тем не менее, мы видим, что они заснули. На самом деле в России не было большой причины держать значительный контингент в Сирии, если сама Сирия особо не беспокоилась. И та же база Хмеймим в последнее время в основном используется как перевалочная база именно для российских контингентов в Африке. Поэтому если, например, теоретически возникнет опасность для этой российской базы, то основная проблема будет именно в этом, как дальше работать в плане военной логистики на африканском направлении. Но до туда еще не дошло, конкретно непосредственной угрозы базы Хмеймим пока еще нет. Ну вот еще к слову о военной логистике, я вспомнил сюжеты российского телевидения спустя пару месяцев после вторжения в Украину. Там дикторы рассказывали, как сирийские военные, вот как на экране как раз из одного репортажа, записываются в добровольцы на войну в Украине. Шойгу, тогда еще министр обороны, докладывал Путину, пишет «Ведомости», что нашел ему на Ближнем Востоке аж 16 тысяч добровольцев, и телевидение объясняло этот феномен вот так. Удивительный факт, но спецоперация на Украине сплотила сирийское общество. Под единым флагом добровольно помочь России и народу Донбасса готовы как ветераны правительственной армии и бойцы христианского ополчения, так и бывшие боевики вооруженной оппозиции. Ну вот корреспондент «Звезды» утверждает, что война в Украине сближает людей на Ближнем Востоке. Давид, а как вы думаете, как на самом деле война России и Украины отразилась на отношениях Асада и его противников? На самом деле, в основном, разумеется, это больше давит на Россию в плане распределения ресурсов. Если до 2022 года при желании можно было безболезненно увеличивать тот или иной российский контингент в Сирии, сейчас, разумеется, это гораздо сложнее, потому что все основные усилия брошены на украинский фронт. Поэтому сейчас, даже если бы Россия захотела
как-то это увеличить. В первую очередь это можно сделать в неком авиационном плане, это всегда проще. В старое время можно было срочно перебросить те или иные подразделения группы «Вагнер», но сейчас они как раз в Сирии не работают, вытеснены частично в Африку, частично расформированы совсем. В свое время на складах в Сирии «Вагнер» держал вооружение и боеприпасов чуть ли не на бригаду, можно было это использовать. Сейчас все это, разумеется, распылили. Ну, основная причина, опять же, из-за того, что считалось, что в Сирии это уже не нужно. Опять же, все опирается в то, что само сирийское правительство, сирийская разведка банально прозевали такое нападение. То, что россияне там, получается, несколько сбоку припека. Разумеется, сейчас уже снят командующий российской группировкой генерал Кисель, вместо него прислали генерала Чайко, но реально не факт, что там виноваты российские генералы. Они там занимались своими делами. Распала Сирия, ну, россияне просто страдают из-за такого ненадежного и слабого союза. А в каком, по вашей оценке, сейчас состоянии войска Асада? Сирийская армия, в принципе, не сделала достаточно вывода после 2020 года. Реальных каких-то программ по усилению, перевооружению особых не было. На бумаге частично было, но это далеко не дошло до тех цифр, которые нужны. Именно поэтому сейчас срочно перебрасываются различные проиранские милиции со всего Ближнего Востока. Если бы сирийская армия сама была достаточно боеготова и боеспособна, она могла бы справиться своими силами. Но факт, что как и в прошлые годы гражданской войны, так и сейчас самостоятельно она решить такие проблемы не способна. Вот политолог Аркадий Дубнов в своем телеграме сегодня писал, что Асад ждет чрезвычайной помощи от Кремля. И агентство Associated Press тоже сегодня писало, что Кремль уже пообещал Асаду какое-то оружие. Журналисты не уточняют, какое конкретно. А чего такого чрезвычайного Россия прямо сейчас способна предоставить Асаду, учитывая, что Путину самому нужно оружие? Как я уже сказал, в первую очередь нужно усилить авиационный контингент России. В принципе, российская авиация и сейчас уже оказывает авиационную поддержку войскам Асада и бомбит позиции боевиков. Это самолеты проще всего перебросить, и плюс транспортными самолетами соответствующую логистику для них. Какие-то наземные контингенты сейчас, это, разумеется, сложнее, разве что, если мы говорим про спецназ. Как я уже сказал, группа Вагнера сейчас уже далеко не так, как в прежние годы в Сирии, а какую-то регулярную армию туда перебрасывать сейчас это гораздо сложнее. Опять же, она действительно нужна на украинском фронте. Короче, наиболее вероятен авиационный компонент, и плюс для самой сирийской армии, если есть возможность выделить какое-то количество боеприпасов и вооружений, разумеется, они тоже нужны самой России на украинском фронте, но если создается опасность такому политическому плацдарму России на Ближнем Востоке, возможно, какую-то долю все-таки решат, что возможно выделить. А вот агентство Рейтер тоже сегодня писало, что по их данным так называемые повстанцы обращались, записывали видео к России, что они как бы не против России, не против российского присутствия. Почему, как вы думаете, у России не получилось дипломатии решить вопрос, который сейчас происходит в Сирии? Здесь это так называемый астанинский формат, когда Сирия, Турция, Россия должны были дипломатическим путем действительно пойти по пути какого-то урегулирования в Сирии. На самом деле он давным-давно затормозил, и никаких реальных подвижек не было. Тут, опять же, основная вина на самом сирийском правительстве. Они решили, что им, в принципе, и так хорошо проводить какие-то политические реформы и попытки какой-то реальной интеграции раздробленных частей Сирии в единое целое. Им это сейчас особо не нужно. Они во многом почивали на лаврах, решили, что раз режим более-менее спасен в тех рамках, какие есть, особо двигаться не нужно. Ну, в принципе, поэтому многие обозреватели говорят, что одна из причин, почему Турция сейчас, Турция, которая стоит во многом за спиной боевиков, почему она сейчас решила активизировать именно военный процесс, потому что она недовольна политическим процессом, и все эти прожекты, договоренности между Эрдоганом и Асадом в результате ни к чему не привели. Раз политическим средством решить невозможно, турки решили продвинуть военный вариант. Посмотрим, действительно ли после него наступят и какие-то политические подвижки.
Спасибо большое, Давид. Военный аналитик Давид Гендельман рассказывал нам о расстановке сил в Сирии. Сейчас мы как раз будем смотреть, получится ли военным способом подвинуть что-то в политике. Подробнее о том, чего и какими способами Кремль добивался в Сирии, смотрите в нашем сюжете. Гражданская война в Сирии идет с начала 2011 года. Президент Башар Асад почти теряет контроль над страной и в 2015 году просит о помощи Россию. Москва и Дамаск заключили соглашение, по которому Россия бессрочно разместит на аэродроме Хмеймим свою авиацию. Российская армия держится на расстоянии, наносит удары крылатыми ракетами, авиацией, с кораблей и подводных лодок. С советских времен Россия использует военную базу в Тартусе. Заявленная цель – борьба с исламским государством, террористической организацией, запрещенной во многих странах, включая Россию. И наша общая обязанность не допустить, чтобы оно стало государством. Но Запад обвинял Россию в ударах по сирийской оппозиции. Нихуя себе, да? Не государство, блядь. Гондоны в Русне, блядь, живут, а они там еще мусульманам мешают дышать. Среди гражданского населения, включая некоторые объекты гражданской инфраструктуры. Также по докладу министра обороны России видно, что сирийскую армию поддерживают российские артиллеристы, хотя в начале операции Путин обещал не отправлять в Сирию сухопутные войска. Мы, разумеется, не собираемся погружаться в этот конфликт, что называется, с головой. Во-первых, мы будем поддерживать сирийскую армию исключительно в ее законной борьбе именно с террористическими группировками. Во-вторых, поддержка будет осуществляться с воздуха, без участия в наземных операциях. За время войны в Сирии погибли более сотни российских военнослужащих. Анонимный асинт-исследователь Некромансер подтвердил гибель 208 наемников ЧВК «Вагнер». Минобороны сообщала о потере 15 самолетов и вертолетов. Французский политолог и автор книги «Долгая сирийская ночь» Мишель Дюкло называл истинной целью России желание вернуть влияние на Ближнем Востоке и выйти из международной изоляции, в которой Москва оказалась после аннексии Крыма. Ведь в Сирии американские военные, которые помогают сирийским демократическим силам, Курдскому альянсу, созданному в 2015 году для борьбы с ИГИЛ. Теперь диалог между Москвой и Вашингтоном необходим как минимум для того, чтобы случайно не произошло столкновение российских и американских военных. В феврале 2018 года США нанесли авиаудар по сирийскому отряду сторонников Башара Асада в провинции Дейр-эз-Зор. Погибли более сотни военных, в том числе наемники ЧВК «Вагнер». Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин в 2019 году добился от сирийского правительства выгодных контрактов на разработку нефтегазовых месторождений к северу от Дамаска и на левом берегу Евфрата. В 2018 году компания Геннадия Тимченко получила права на добычу и экспорт фосфатов из Сирии. Срок действия контракта – 50 лет. По его условиям сирийские власти получают только 30% от добычи ресурсов. Что же будет с российскими контрактами в Сирии, обсудим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы думаете, как сильно неудачи в Сирии бьют по планам, по активам Кремля? Вот в чате у нас спрашивают, например, по нефтяным компаниям российским. Как это бьет? Ну, это может, конечно, напрямую затронуть, потому что в этом случае, если оппозиция возьмет под контроль те регионы, которые сейчас контролирует Башар Асад, а это территория Руслан Айсин, как обычно. Гриневой кожи, тогда, конечно, будут забирать и нефтяные вышки, и остальные добывающие предприятия будут переходить в руки, соответственно, оппозиции и тех сил, которые за ними стоят. Но надо отметить следующее, что в принципе, я так полагаю, если они будут через Турцию взаимодействовать, то могут договариваться. Условно говоря, что не будут отнимать, но пересмотрят, скажем, вот диспозицию по тому, сколько Россия будет забирать, вот в данном случае, условно говоря, не 70, а 50-50. Тогда могут договориться. То есть, в принципе, Восток дело тонкое, но часто очень договороспособное. Особенно то, что касается больших денег. А все-таки мы понимаем, что Сирия сейчас страна сильно потрепанная, и поэтому деньги ей нужны, средства нужны. В основном эти средства, конечно, поступают через эксплуатацию недр.
Сегодня перед нашим эфиром Рейтер выпустила короткую заметку. Рейтер ссылается на несколько своих источников в США, в Сирии и даже в Иране, и пишет, что США до наступления повстанцев на Алеппо вели переговоры о снятии санкций с Асада, если тот отдалится от Ирана. Страшно ли Путину сейчас потерять Асада, если тот вдруг решит пойти по этому плану и как-то дистанцируется от Ирана? Здесь есть определенная логика, потому что, насколько я знаю, у Асада с Ираном в последнее время отношения очень сильно охладились. И всякие источники разные говорят о том, что, в принципе, иранцы знали о готовящемся блицкриге оппозиции, поэтому они отошли от Алеппо. То есть они не сталкивались напрямую, что тоже, в общем, зафиксировано было. Отошли и, по сути говоря, продемонстрировали Асаду, что он голый король. А Москва-то далеко, плюс ко всему из-за войны против Украины Москва оттягивала ряд частей, бронетехнику, военных специалистов, военных советников на украинское направление. Поэтому Асад остался фактически ни с чем. Но при этом надо отметить, что тот же Алеппо отбивали это как раз иранцы и представители Хизбуллы. Сейчас, понятно, на фоне еще их противостояния с Израилем, у них самих там головной боли очень много. Плюс ко всему, Асад начал себя вести чрезмерно самоуверенно. И, кстати говоря, эти разговоры ходят уже давно о том, что эти противоречия между Ираном и Россией в Сирии приводили даже к военным стычкам. Я уж не говорю о попытке влияния на Башара Асада и на его окружение, что, кстати говоря, вылилось в фактическую такую внутрисемейную драму между Башаром Асадом и его братом Махером Асадом, который руководит элитной бронетанковой дивизией. И вот как раз в день взятия Алеппо там происходили стычки с участием этой самой дивизии элитной. Так что мы, конечно, всего знать не можем, но сам факт того, что Россию будет оттеснять, и то, что режим Асада может опираться только на Россию, это факт. Вряд ли он сейчас может всецело опираться на Иран. А других сил у Асада нет. Вот в субботу неудачи российской армии под Алеппо анализировал командир спецназа Ахмат Абти Алаудинов, и вот такое обращение он записал как будто к участникам конфликта. Получается, у вас прямо под боком сидит наш общий враг, государство Израиль, которое убивает десятками тысяч мусульман. Если вы были бы реально мусульманами, кто бы говорил, блядь, реально совершить джихад, вы этого не сделаете. Вот мы и видим четкая граница, где находитесь вы и где находимся мы. Если бы вы были бы мужчинами для того, чтобы пойти воевать со мной туда, я готов был бы пойти в любое время воевать против нашего общего врага, войска антихриста Даджаля. Это я говорю не из-за того, что я как-то хорошо отношусь там к Башару Асаду или еще кому-то. Я к нему не отношусь никак. Я не знаю, не знаком я с ним, чтобы сказать, хороший он или плохой. Но я знаю одно точно, что для тех людей, которые хотят найти врагов Аллаха, они не очень далеко. И они убивают десятки тысяч мусульман. Но однако вы никогда не пойдете искать их, потому что там ваши хозяева. И они вам не разрешают туда идти. Вот и вся ваша сущность. Да вот слова про возможный джихад как будто обращены к тем, кто сейчас воюет в Сирии. Патак, давайте-ка я свое засуну. Хозяин Лапти Алаудин это кто, блядь? А? Даже не Кадыров. А Путя наш. Путя, блядь, нахуй. Сука. Вот он его хозяин, блядь. И он не может пойти на Израиль. И он пиздит. Еще кому он пиздит, блядь? Тем, которые уже нахуй Алеппо взяли. Тем, которые нахуй за 6 секунд взяли Алеппо. А эти уёбки 3 года нахуй Киев берут, блядь. Которые говорили 3 дня, блядь. Хуй вам в сраку, блядь.
Русня ебаная, блядь. Пизда вам всем, блядь. Как говорится, вот мы, иншаллах, когда мы соберем вот такую же дивизию против Москвы, мы за 3 дня возьмем. Иншаллах. Вот это точно наша будет победа. А сейчас, как говорится, просто нахуй геморройная нахуй, пиздобольная нахуй война. Вот и все. Где, блядь, нахуй, ни за что, блядь, наши, блядь, манкурты с Башкортостана и с Татарстана просто так умирают. Ебланоиды, блядь. Но Алаудинов произносит их почему-то на русском языке и для своих подписчиков из России. Звучит, будто он призывает российских мусульман воевать на Ближнем Востоке, а не отвлекает ли это аудиторию Алаудинова от приоритетной для Путина войны с Украиной? Ну, здесь же очевидно, что в российской пропаганде нужно что-то противопоставить. Ведь Асад союзник, там, братушка и так далее, признал ЛНР, ДЛНР и все, что можно, и все, что нельзя. И нужно просто продемонстрировать, что эти люди, которые воюют против Асада, они якобы не самостоятельные, а марионетки. Марионетки чьи? Ну вот марионетки Израиля и Соединенных Штатов. Это вот попытка, что называется, навесить на них ярлык. Но Алаудинов и прочие скрывают один простой факт, что Асад это убийца, тиран, на руках которого кровь сотен тысяч человек, так же, как у его отца Хафиза Асада. И, собственно говоря, то, что они творили, то, что творит Башар Асад, это преступления, которые, в общем-то, войдут в аналы истории с использованием химического оружия. Есть кадры, как они, значит, срывали специальные такие могилы коллективные и живьем туда бросали людей, потом их сжигали. Это все делали асадиты. Так что, прежде чем кивать там на Израиль или на Соединенные Штаты, эти люди действуют, что называется, в поле и разбираются с непосредственным тираном. А когда, если провести простую логическую операцию и соединить справа ноль кише вообще. Путина, становится понятно, надеюсь, слышно, да? Режима родственный, и почему Алаудинов, который так печется о мусульманах где-то далеке, не обращает внимания на то, что такой же тиран, как Асад Владимир Путин, то же самое вытворяет с теми же мусульманами в России или в Сирии, когда его авиация бомбит. Руслан, простите, что перебью, у нас просто остается полминуты. Я хочу, чтобы вы прокомментировали ответ наших зрителей. Мы у них спрашивали, как они чувствуют, как на них повлияет. И большинство из них ответили, что они опасаются, что Россия денег будет тратить на войну в Сирии. Насколько обоснованы такие опасения зрителей, если можно, за 20 секунд? Я не думаю, что... Здесь тоже, видите, Радио Свобода узкожопых перебил этот уебок, нахуй, бородач, блядь, Руслана Айсина, когда начал говорить про мусульман России. Понимаете? Теперь вы понимаете, что урыслар белән нам, как говорится, утырып тышырга түгел бергә. Аңладыгызмы? Урысларны только сигергә нахуй. Бер ютубым ябылам, икенче ютуб ябылам, барбер мин шуны әйтәм, Алла бирсә, мин шул дәрәҗәгә барам. Мин шул юлымны bir кая нахуй кузгатмыйм, блядь. Урысларны сикми нахуй, туктамыйм, блядь, нахуй. Мәскәүне полный рост нахуй, блядь. Виш, блядь, нахуй. Җир белән бер кылырга нахуй. Россия сейчас в состоянии отправлять огромное количество ресурсов, потому что все ресурсы будут уходить в Украину. А в Сирии, откровенно говоря, России ловить нечего. Нет сил, возможностей, ни материальных, ни человеческих ресурсов там участвовать. Спасибо большое, Руслан, за такой подробный и в то же время емкий ответ. Политолог Руслан Айсин рассказывал нам о политическом влиянии войны в Сирии. Спасибо вам, дорогие зрители, что посмотрели, что проголосовали. Если уже досмотрели до конца, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь. Это очень поможет нашему каналу. Это была программа «Лицом к событию». Увидимся с вами завтра в это же время. До свидания. Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибреал.орг и Севреал.орг, воспользуйтесь...
Сейчас что-нибудь поставим другое. Секунд. Просто у меня тут этот срач, блядь. Бротна юмагаnem, аузына сыгим, блядь. Бротна, да? Надо, блядь, коньки можно отбросить. От этого ужаса. Тузан, блядь. Аузына сыгим. Так, секунд. Туланлар хазыр. Блядь. Не рассчитал день, блядь. День не день, блядь. Мог бы не ехать. Так, сейчас, блядь, в перчатках я. Так, секунду. Здесь экран горит. Так. Что-нибудь послушаем интересное. Кого послушаем? Нет. Нет, блядь. Когда выступал? Не ходит. В перчатках неудобно двигать. Владимир Осечкин, автор и создатель проекта «ГУЛАГу нет». У нас на прямой связи. Владимир, здравствуйте. Приветствую вас, Вадим, и приветствую всех наших уважаемых подписчиков и зрителей. Давайте Осечкина послушаем. Тема, страна, которая вам хорошо известна, именно поскольку вы долго изучали ЧВК «Вагнер». И, в общем, наверное, продолжаем. Общественность узнала о ЧВК «Вагнер» как раз со слов, в связи с Сирией. так скажем, и генерал Кисель, Осечкина, который был отправлен в отставку, он напрямую с ЧВК не связан, но, тем не менее, там все каким-то образом взаимосвязаны. Вот что происходит в Сирии, если у вас какая-то информация в связи с таким достаточно резким, неожиданным наступлением оппозиционных Асаду военизированных группировок? Ну, первое, с чего надо начинать здесь, отставка Киселя и в целом сейчас поездная проверка, потому что из-за главного управления Генштаба вылетело несколько офицеров проверять, что там на самом деле происходит. В первую очередь это потеря тяжелого вооружения. Огромное количество различных реактивных установок, ракет и самолетов, утрачено контроль у боевиков. И это не могло не сказаться негативно на тех, кто со стороны российской армии и российской военной разведки занимался Сирией. Очевидно, это провал. Провал и разведслужб, провал оперативной работы, провал тех, кто управлял вооружением и не смог его вовремя вывести на безопасное расстояние. Поэтому, в общем, дальше там будут, наверное, более глобальные, чем просто отставка или перевод на другую должность, приниматься кадровые меры, процессуальные. Я думаю, что не за горами возбуждение целого ряда уголовных дел в отношении тех военных и тех спецслужбистов, которые отчитывались перед Москвой, что все хорошо, что их паровоз мчится на полных парах и все прекрасно. А потом в результате получается, что они утрачивают позиции и теряют контроль над территориями, которые на протяжении более 8-9 лет они завоевывали, в том числе проливая кровь российских наемников, российских спецслужбистов. А сейчас в Сирии вот эти раздробленные элементы ЧВК насколько масштабированно представлены? То есть много ли их, грубо говоря, сейчас там, и кому они подчиняются, если остаются? Ну, судя по той активности, которую мы фиксируем, например, в телеграм-каналах, которые подконтрольны Пригожину-младшему и тем, кто с ними работает, они сейчас активно рекрутируют, пытаются нанимать людей, собирать с военным опытом и отправлять в срочном порядке в Сирию на новую, в кавычках возьмем, так называемую работу. То есть они хантят всех, кого только могут. И причем у них сразу идут мрачные такие картинки какого-то такого серо-черного цвета с какими-то кровавыми оттенками. То есть они, в принципе, понимают, что они людей сейчас вербуют и рекрутируют в России, чтобы отправлять на то же самое мясо, на штурмы и под удар. Потому что там активно идут боевые действия. Конечно, теперь уже, то есть у них, очевидно, у боевиков мощная поддержка. А с учетом того, что они захватили целый ряд тюрем и освободили оттуда пленников Асада, с учетом того, какое количество вооружения они захватывают с каждым днем все больше и больше, очевидно, что там предстоят очень серьезные бои, которые сильно даже отличаются от того, что было, например, 7-8 лет назад, в чем раньше принимали участие батальон тактической группы Дмитрия Уткина, известная как ЧВК «Вагнер».
Ну а есть ли информация о том, что Путин и там вооруженные силы России готовы выйти из Сирии, ну, грубо говоря, слить Асада? То есть рассматривается ли это, о чем вот говорят ваши источники? И вот такие спекуляции уже ходят. Я не могу сказать, что у нас есть стопроцентно какие-то пруфы, которые можно прямо сейчас представить, но вот вся эта поездка Асада в Москву, она была крайне унизительна. Они очень надеялись на публикацию кремлевской пресс-службы пресс-релизов, они очень хотели выдать это как за государственный визит, хотели заручиться поддержкой Путина, но здесь очень много разных сил, в том числе и Эрдоган, и его интересы. И здесь Путин лавирует между поддержкой Асада, между поддержкой Эрдогана. Путин сам сегодня в тяжелой жизненной ситуации, потому что непонятно, что будет сейчас в конце января в Соединенных Штатах Америки. Они рассчитывают на какой-то оптимистичный сценарий, но, судя по последним новостям из Вашингтона, все не так радужно, как его себе кремлевцы представляли еще там несколько месяцев назад, уповая на победу именно Трампа, а не Харриса. Нет, там сейчас мы будем следить. Я думаю, что следующие недели будут такими остросюжетными и именно покажут, как будут развиваться события на дальнейший год. Вполне возможно, что Россия в полном объеме утратит свое присутствие, свое влияние на регион. По крайней мере, сегодня их картина, которая работала на протяжении многих-многих лет, но это все рушится прямо на наших с вами глазах. Мы это наблюдаем в режиме онлайн. Именно поэтому они сейчас в срочном порядке пытаются отправлять бортами наемников из России. Но из России не так много людей хочет сейчас отправляться, ехать в Сирию, потому что всех, кого можно, они уже там схантили и отправили в Украину. Они оголили Сирию, они оттуда забрали самые мощные свои спецподразделения, вот именно наемников боеспособных. Кто-то из них ушел в Ахмат, кто-то в Росгвардию, кто-то в различные подразделения ВДВ. И, в принципе, большая часть из них либо ранены, либо погибли за последние 1,5 года в Украине. И вот сейчас, да, они, конечно же, ослабли. То, что они делают сверху, с воздуха, бомбят, запускают ракеты, но, как мы видим, это не может купировать вот эти наступления боевиков. И в целом, часть Сирии уже, которая была раньше под контролем Асада, и никто не мог представить еще там несколько месяцев назад, что подобное произойдет, они сейчас уже вне контроля. И я думаю, что этот карточный домик Путина и Асада, он будет, конечно, рушиться. Слишком много новых сильных игроков сейчас пришли, которым выгодно их снести и взять под контроль эту территорию. А Суровикина не попытаются снова бросить на сирийское направление, учитывая, что он сейчас в забвении находится, но у него, с репутацией у него все плохо в морально-этическом смысле, но, скажем так, сирийский, его там капитан, как-то генерал Армагеддон и так далее, то есть у него есть определенная репутация разрушителя. То есть его могут попытаться задействовать в сирийской кампании вот в связи с этим кризисом, который сейчас у Асада? Но ему круто было быть генералом Армагеддон, когда у них в кармане были вот эти вот спецформирования, известные как ЧВК «Вагнер». По сути, да, это гигантская батальонно-тактическая группа, укомплектованная тяжелым вооружением, состоящая из профессиональных наемников, головорезов, действительно из профессионалов спецназа, которые были готовы выполнять любые приказы. Но все, больше ЧВК «Вагнер» в том виде, в котором она существовала, нет. Многие командиры были деморализованы. Многие солдаты-наемники, если не погибли в Украине, то как минимум уже вернулись в Россию и как-то, в общем, растворяются, пытаются забыть, что с ними было. В целом нету этого морально-боевого духа подъемного, нету этой идеологии и нету тех, кто эту группу создавал. А заново пересобирать этот кубик Рубик, у них уже, конечно же, не получается. Поэтому можно сколько угодно долго бомбить сверху, но если ты не заходишь на территорию и не захватываешь уже объекты на земле, не берешь их под контроль, то одной авиацией, конечно же, ситуация не решается. Формула Суровикина и Пригожина были в том, что они успешно действовали. Они действовали вероломно, безусловно, неожиданно. За ними была мощнейшая поддержка со стороны армии, ФСБ, СВР и ГРУ. А сейчас это все превратилось в такой тяни-толкай, где уже непонятно, кто за кого.
Частично они арестованы, есть десятки уголовных дел в отношении руководителей и собственников различных компаний, там, Пригожина. Сегодня в этом плане это уже не единый какой-то монолит, и поэтому кто за Суровикиным? Часть уже командиров ЧВК «Вагнер», почувствовав себя преданными, не преданными в смысле, там, они преданы делу, а их предали. Вот, они ушли сейчас под Кадырова. Ну и, собственно говоря, и Минобороны, которые пытались выставить своих людей из команды Тимура Иванова в Африке, в целом ряде стран, у них тоже все, в общем, начиная с апреля-мая, крайне грустно. Собственно говоря, именно поэтому все у них и посыпалось, потому что они все начали играть вот, лебедь, рак и щука. Все, что у них произошло. Наверное, в этой части, если мы говорим про обрушение их акций в Сирии, на африканском континенте, это к лучшему, потому что, конечно, они устраивали террор, эти группировки осуществляли и совершали преступления против человечности. Вот сейчас там французская пресса полна истории журналиста Ефрема Елики, которого эвакуировали из Африки, кто сейчас под охраной живет во Франции. И здесь сейчас идет мощное журналистское официальное расследование по преступной деятельности ЧВК «Вагнер», Пригожина и российских спецслужб на территории Африки. В общем, у них уже не осталось никаких секретов. Если раньше, еще там несколько лет назад, какие-то журналисты пытались что-то, хотя бы какой-то элемент получить для своего журналистского расследования, и их за это убивали, сейчас все, что делали российские спецслужбы, Вагнер и Пригожин, все это открытая книга. И именно поэтому, когда все это прочитали, нашли методы, каким образом все это нейтрализовать, купировать и разрушить. Тут спрашивают наши зрители про Пригожина-младшего. Что с ним и какие у него есть полномочия сейчас? Ну, абсолютно понятно, что это не независимая фигура, он не является никаким собственником ЧВК «Вагнер». Его, конечно, используют там для управления, но это номинал, абсолютный номинал, без тех способностей, которыми обладал его отец. Но мы видим, все продолжает рушиться. А то, что они делают сейчас, да, они рекрутируют кого-то, нанимают, отправляют, но у них нету ни таких контактов и мощной поддержки в Главном управлении Генштаба, ни того же самого генерала Суровикина, который их будет поддерживать. Это те не толкай. Байден подписал полное и безоговорочное помилование своего сына Хантера. Это новость, одна из главных новостей, которая появилась в информационных агентствах. История, которая бросает тень на Байдена, безусловно. Я вижу уже реакцию на это. Хотя и в политическом смысле для него ничего не значит, потому что он уходит из политики и, в общем, репутационно, наверное, пострадает, но на его дальнейшую жизнь это никак не повлияет. Вы тоже обратили внимание на эту новость? Главы нет. Очевидно, потому что Байден неоднократно давал свои предвыборные обещания и отвечал журналистам, когда еще сам был. Сейчас уже, конечно, все это забыли, но напомню, чуть больше полгода назад он был кандидат, помимо действующего, он был кандидатом в следующие президенты Соединенных Штатов Америки. Но вот и он неоднократно говорил, что он не будет использовать свою президентскую власть для того, чтобы помиловать своего сына. Ну, очевидно, да, в вашем вопросе как раз заложено. Он понимает, что все закончилось. Для него это завершение политической карьеры. Это the end. И здесь вопрос, скорее он принимал это решение не как президент Соединенных Штатов Америки, а как отец. Конечно, это был мощнейший конфликт интересов. И прежде чем осуждать Байдена, я с самого утра сегодня обсуждал это с самыми близкими мне людьми. А как бы мы все поступили на месте Байдена, зная, какая была политическая баталия, какое было пристальное и избыточно пристальное внимание к его сыну, Хантеру Байдену. Мы понимаем прекрасно, что следующим шагом, когда господин Трамп придет в овальный кабинет, одним из первых будет, конечно же, возобновление разговора между теми, кого он назначит на позиции Минюста, разведки и прокуратуры в США, с их украинскими, может быть, коллегами
равнозначными фигурами в Украине, конечно, они бы реанимировали все эти расследования, и все это бы превратилось в череду уголовных дел в отношении Хантера Байдена. Он вынес решение. И... Здесь добавлю и этот. Қобызам да тоғын бір нәрсеге ит шығам. Так, кое-какие дела доделать. Көрдіңізме, бұл нәрсе айта, что даже вон те какие-то там террористы освободили с тюрем, получается, людей. Понимаете, какая тактика? Башқұртстанға, Татарстанға біз де кіргенде худды шунақа іш қылабыз. Копия также мы будем поступать. Алсыновны һәм башка бүтін утырганларны бүтінісін зинданнан шығарабыз, Алла берсе. Только таким образом біз Мәскәүне барып басабыз. Чөнки безгә бүтін җирдән үзебезне якын кешеләр, безгә ышаныч кешеләр кирәк була. Чем больше, тем лучше. Вот так вот. Надеюсь, слышно, да? Эти бір комментарийда язып куймадыгыз. Ишетеләме, юкмы вообще? Мен хәзер чыгып тоям әле кое-куда и этот зайду потом. Помиловал его за все это, как бы, это исчерпывающее помилование не только по тем делам, за которые его судят и в которых его обвиняют, и по которым ему грозит, по-моему, до 20 или 25 лет лишения свободы. Он помиловал его и по тем преступлениям, которые, возможно, совершены, но не были раскрыты, но совершены в период с 1 декабря 2014 года по 1 декабря 2024 года. Но очевидно, что, конечно, он выбрал там плохой вариант с точки зрения там невыполнения своих обещаний, обмана общества, там, гражданского общества, избирателей, тех, кто ему там доверял. Ну а с другой стороны, давайте посмотрим на ситуацию. В какой ситуации он бы находился, если бы там, в январе или феврале следующего года его бы сына осудили и посадили в тюрьму на 20-25 лет. Это тоже бы било по его рейтингу, по его имиджу, по этому образу. Но в целом, конечно, я не припомню случая вот за последние там, десятилетия, а может быть даже за всю историю Соединенных Штатов, чтобы президент США помиловал своего собственного родственника, своего собственного сына. По крайней мере, мне такие примеры, вот, они не на поверхности, мне они неизвестны. И, конечно, это в какой-то мере это очень мощный удар в целом по системе сдержек и противовесов, посредством судебной системе Соединенных Штатов. Это обнуление вот этим помилованием всего смысла. А когда человек, будучи президентом, милует своего сына. Но еще раз, прежде чем его судить, попытайтесь поставить себя на его место. Как бы мы с вами поступили, зная, что тебе 81 год, ты уходишь из политики через несколько месяцев, вот, а может быть ты перестанешь воспринимать реальность там, через считанные месяцы, там, через полгода, через год. Конечно, я думаю, что его жена, его окружение сейчас, ну, именно из семьи, поддержали его в этом решении и сделали все возможное, чтобы одного из них не отправляли в застенки. Другой вопрос, что, конечно, это бьет не только по самому Байдену, но и по его ближайшему политическому окружению, с кем они вместе по линии Демократической партии развивались. Это, конечно, мощный репутационный удар по ним. Но давайте вспомним, что несколько месяцев назад именно эти люди оказывали на него давление, чтобы он вышел из предвыборной гонки. Короче, туғандар, давайте что-нибудь другое. Эзгана не в тему куда-то ушел. Так, Башкортостан проблемаларын күбрәк. Блять. Поищу что-нибудь такое. Так. Так.
Сейчас, секунд. Так, мой аккаунт. Хорошо. Так, пока то, что этот... Сейчас зайдем. Так. Что тут новое-то есть? Просто я еще не готовил, ничего не смотрел. Что можно было послушать? Что-нибудь такое. Какое-нибудь длинное видео даже нету. Ой, блядь, керек шақта құлттағандай, блядь. Сука, получается, когда блокируют YouTube, получается, меня, и весь Google мне заблокировали, эти ебанутые нахуй. И получается, то, что в Google было сохраненные страницы, или как можно назвать, блядь, вот эти тоже проебались, не могу найти, блядь. То, что я слушаю, да, то, что нам нужно. Сейчас искать надо, весь потерянный, блядь. Так. Давай вот этот. Новости, короче. В Грузии, короче, то, что творится. Так, одну сторону сиран. Грузию бомбят, блядь. Что там, блядь? Восстание. Это кадры из Грузии, где не стихают протесты. В больнице доставили почти 40 человек. Это и демонстранты, и силовики. Жители Грузии выступают против остановки процесса евроинтеграции. Уже задержаны больше 200 протестующих. Несколько человек будут судить по уголовным статьям, но протест не стихает. К нему уже присоединились представители университетов, профсоюзы и спортсмены. Сегодня в эфире включение корреспондентов из Тбилиси, где прямо сейчас люди готовятся к новой акции. Подробности расскажем уже через несколько минут, а вот еще о чем поговорим сегодня.
Минобороны России сообщает, больше 300 тысяч солдат готовы отправить на войну в Украину. Поговорим о том, к чему... Насчет Грузии скажу, и пока мысль пришла. Мана, Башкортостанда, хам Татарстанда такая же тема должна быть. Но только она должна быть против Москвы и напрямую идти на Москву. Вот это, блядь, кидать нахуй шапками, грубо говоря, тапочками нахуй, фейерверками друг друга, блядь, это хуйня. Только нахуй кулда құрал баларға тиіш, құрал білән урысларны полностью сігіп Мәскеуге қуып тығырға шунда. Вот и все. Всех, блядь, московит нахуй засунуть, блядь, в московские болота нахуй. Кстати, один день видел торф, блядь, как копают в этом, сука, где это? Ирландии, в Ирландии торф копают. Вот как раз будут копать нахуй, как кирпичики нахуй, торф, блядь, и вот торф будет нахуй топить нахуй там у себя. Гондоны. Готовится российская армия. Газ им хуй дадим. Дезертиров стало в 2 раза больше. В Украине возбудили 60 тысяч дел за первые 10 месяцев этого года. Из гей-клуба на войну в Москве прошли рейды, после которых участникам вечеринки раздали повестки в военкомат. Это программа «Вечер». Я Игорь Севергин. Здравствуйте. Наша трансляция сейчас, как всегда, идет в Фейсбуке и Ютубе. И если вы смотрите нас там, и для вас это безопасно, то ставьте лайк, чтобы эфир увидело больше зрителей. Итак, 5-й день протестов в Грузии, в Тбилиси. Люди уже собираются на очередную акцию. Традиционно главное место действия – парламент. Возле здания уже дежурят силовики. Предыдущие 5 дней они действовали особенно жестко. К чему готовятся протестующие в этот раз? Спросим у моего коллеги Владимира Ровенского. Он с нами на прямой связи из Тбилиси. Владя, привет. Расскажи, сколько людей уже пришли к парламенту? Здравствуйте, коллеги. Протест в Грузии не собирается заканчиваться сейчас. Здесь, на площади перед парламентом, на главном месте, где происходят эти протесты, уже собрались тысячи человек. Но акция традиционно начинается здесь в 7 вечера маршем по улицам грузинской столицы. Сюда пришли представители молодежных движений и студентов, которые принимают самое активное участие в этом протесте, хотя достаточно много и людей старшего возраста. Вообще, очень много организаций, объединений присоединяются сейчас к бойкотам и к этим протестам. Люди сейчас довольно улюлюкают, многие приходят с вузелами, свистками, конечно же, с грузинскими флагами и флагами Евросоюза. Сейчас со стороны парламента из его окон периодически начинает бить струя бронзбойта. Вот прямо сейчас вы можете ее видеть. Таким образом пытаются оттеснить людей от парламента. Это такое нововведение. Вчера впервые вот начали действовать силовики подобным образом. Всего же в самом парламенте, это тоже свежая информация, повреждено порядка 50 комнат и кабинетов. Само здание законодательного собрания превратилось в некоторую такую крепость. Традиционно с правой и с левой его стороны дежурят силовики, выстраиваются в огромную цепочку, иногда начинают бить палками по своим щитам, но, по всей видимости, таким образом поднимают и свой боевой дух и пытаются каким-то образом повлиять на собравшуюся толпу. Однако вызывают они, кажется, обратный эффект, поскольку люди лишь начинают подходить ближе, свистеть периодически в парламент. Летят петарды, но вот опять новая струя бронзбойта и новое недовольное улюлюканье и свист. За самой колоннадой дежурят также сотрудники правопорядка в тяжелой экипировке со щитами. Их пытаются слепить, ну и тоже отвечают протестующие оригинальным образом на те вызовы, которые перед ними ставит полиция. Из ближайшей клумбы, ну вот на наших глазах, начали забирать землю, из нее лепят такие своеобразные бомбы, которые потом бросают в щиты сотрудников полиции. Также как с ближайших улиц, ну вот на одном из пустырей, который совсем еще недавно был закрыт металлическим щитом, и пройти на него было невозможно, но вот этот щит совсем недавно, по всей видимости, разобрали на баррикады, которые начинают строить люди после того, как их газом и водометами традиционно
уже это обычно, за последние несколько дней пытаются вытеснить отсюда, от парламента. Так вот, на этот пустырь тоже заходят участники этих акций для того, чтобы набрать камни. Ну и вот опять летит пиротехника. Иногда эти взрывы гремят прямо рядом с самими полицейскими. От римских свечей залпы рвутся прямо у них за спинами, иногда от их щитов или от колонн парламента. Такой снаряд отскакивает, рикошетит, взрывается в воздухе, иногда же отлетает под ноги самим митингующим. Не могут люди, что было, опять же, все предыдущие дни, сейчас стучать в металлические листы, которые закрывают вход в фасад, пока, ну вот, к серьезному разгону, по всей видимости, полиция только готовится, но обычно он следует через несколько часов ближе к полуночи. Такая ситуация, коллеги. Спасибо. Это был Владимир Роменский из Тбилиси. Ну, за протестами в Грузии будем следить весь эфир и еще включим наших корреспондентов, а также поговорим с гостем. Но пока к теме войны России против Украины. Сегодня ночью российская армия с помощью беспилотников атаковала Тернополь. Как сообщил мэр города, один из дронов врезался в жилую пятиэтажку. Загорелись квартиры на 5-м, 4-м и 3-м этажах. 1 человек погиб, 3 ранены. А это кадры из Киева. Воздушная тревога в столице длилась 4,5 часа. По данным властей, уничтожено около 2 десятков дронов. Разрушений и пострадавших нет. Всего воздушные силы ВСУ сообщают о том, что Украину атаковали 110 беспилотников. Минобороны России заявляет, что они сбили 15 беспилотников. 8 дронов сбили над Курской областью, 4 над Брянской, 1 над Белгородской и 2 над аннексированным Крымом. К нашему эфиру присоединяется наш корреспондент Юлия Жукова, которая расскажет нам о том, что канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев, он в украинской столице, объявил о новых поставках оружия для Украины. Юлия, привет, расскажи об итогах визита. Игорь, привет. Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл рано утром на поезде. Он вышел с вагона с серым чемоданчиком, который вызвал в соцсетях среди украинцев ярое обсуждение на тему «А что же в нем может быть?». Вместе с Владимиром Зеленским Шольц почтил память погибших украинских военных на Майдане Незалежности и посетил выставку беспилотников, а также зашел в госпиталь к раненым украинским военным. Нынешний визит Шольца проходит на фоне начинающейся предвыборной кампании в Германии. По приезду в Киев канцлер сразу же пообещал новый пакет военной помощи для Украины на сумму 650 миллионов евро. В рамках поставки будет предоставлена 6-я система ПВО «Айрис», танки «Леопард», зенитные установки «Гепард», разведывательные и ударные беспилотники, а также вертолеты «Си Кинг». Я сегодня тут, в Киеве, четко адресую Путину, что у Германии большая выдержка, и мы будем стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется. Путин не достигнул никакой цели своей войны. Украина не разгромлена. Страна еще больше объединилась, а нация стала более мужественной в своей борьбе за независимость. Германия на 2-м месте после США по поставкам оружия для Украины, заявил Олаф Шольц. С начала полномасштабного вторжения немецкое правительство поставило Украине вооружение и техники на 28 миллиардов евро. Но в то же время Шольц, например, не соглашается предоставлять Украине крылатые ракеты «Таурус» с дальностью полета 500 километров и давать разрешение на использование немецкого дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории. Об этом журналисты и спрашивали Шольца на пресс-конференции, но он на этот вопрос так прямо и не ответил. Мы предоставляли не только системы ПВО, но и артиллерийские, ракетные и зенитные системы, разные виды танков. Мы даже организовывали хабы, где ремонтируют эти системы. По отдельным системам мы дискутируем, предоставлять их или нет. Это касается дальности. Но это не значит, что мы ослабляем свою помощь. Она и дальше будет очень широкой.
Зеленский только добавил, что у них с Шольцем разные взгляды по поводу применения дальнобойного оружия по территории России. Известно, что Зеленский и Шольц обсудили во время встречи ситуацию на фронте, а также возможные дипломатические инициативы по прекращению войны от будущей администрации США. Издание Bild пишет, что Шольц приехал в Киев, чтобы узнать у Зеленского, на что Украина готова пойти в переговорах с Россией. А вот во время пресс-конференции у украинского президента спросили, а на что Россия должна пойти на фоне подготовки к возможным переговорам. И вот что ответил Зеленский. На что повинна піти Росія? На что должна пойти Россия? Желательно на 3 буквы, если честно, между нами. Но желательно, чтобы Россия поняла, то, что она делает, убивает нас. А мы защищаемся и боремся с врагом. И пока что наши планы неизменны. Конечно же, мы хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году завершилась война. Извините за недипломатический язык. Президент Украины во время встречи с канцлером Германии поднимал и вопросы о вступлении Украины в НАТО. Накануне Зеленский назвал Германию одной из стран, которые скептически относятся к вступлению Украины в Альянс, но особых подробностей касательно этого вопроса на пресс-конференции не прозвучало. Спасибо. На прямой связи из Киева была наш корреспондент Юлия Жукова. Из гей-клуба на войну. В эти выходные московская полиция провела серию рейдов по столичным ЛГБТ-клубам и барам. Силовики вломились как минимум в 4 заведения. Некоторых посетителей жестко избили, кого-то задержали. А по информации телеграм-канала «Осторожно новости», посетителям вручили повестки в военкомат. О каком количестве повесток идет речь, не уточняется. Московской полиции объяснили это борьбой с ЛГБТ-пропагандой. Подробности у Дмитрия Кожурина. Здравствуйте! Руки закрыл! Ложу, ты сказал! Что непонятно? В клуб «Инферно Найт» ОМОНовцы и сотрудники 2-го спецполка полиции ворвались во 2-м часу ночи. Они применяли насилие в отношении посетителей и избивали их дубинками. Всего известно о 4 клубах, в которые на минувших выходных вломились московские силовики. Кроме «Инферно Найт» это «Моно», «Симач» и «Мутабор», ныне переименованный в «Арма». В каждом из заведений посетителей избивали и укладывали их лицом в пол. Это просто как же я люблю Китай-город. Каждый день что-то интересное. У людей изымали телефоны, ноутбуки и видеокамеры. По информации «Осторожно новости», в бывшем гей-клубе «Моно» силовики вручали гостям заведения повестки и спрашивали, имеют ли они отношение к ЛГБТ-движению. В московской полиции заявили, что рейды были проведены в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ. Избиения посетителей клубов произошли 30 ноября, то есть спустя ровно год после того, как Верховный суд России признал экстремистской организацией так называемое международное движение ЛГБТ. Как минимум 7 посетителей клубов были задержаны и получили штрафы по статье о мелком хулиганстве. Ощутимо более серьезные последствия могут быть у главы турагентства Man Travel Андрея Котова. Мужчину задержали в ходе одного из субботних рейдов. Российские силовики подозревают его в организации турпоездок для квир-персон. В отношении Котова возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. По этой же статье в России уже возбуждали дела в отношении владельцев гей-клубов. Подобные случаи зафиксированы в Чите, Кирове, Оренбурге, Ярославле. На прошлой неделе в Воронеже закрылся клуб «Зебра». Рейд силовиков там прошел 24 ноября. Дмитрий Кожурин. Настоящее время. ВСУ не хватает сил для возвращения оккупированных территорий. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News. По словам Зеленского, нужно искать дипломатическое решение. У нас не хватает сил, чтобы вернуть Крым. У нашей армии сейчас недостаточно сил. Так и есть. Да, нужно найти дипломатическое решение. Но только после того, как мы поймем, что мы настолько сильны, что они не начнут новую агрессию, то можно будет думать про другие дипломатические шаги.
В Украине возбудили 60 тысяч дел о дезертирстве за первые 10 месяцев этого года. Данные приводит газета Financial Times. Журналисты отмечают, что это почти вдвое больше, чем за весь 22 и 23 годы вместе взятые. Корреспонденты поговорили с бойцами из 123-й бригады ВСУ, которые обороняли Угледар. Российская армия захватила город в октябре. Financial Times пишет о сотнях военных, которые бежали с поля боя, поскольку остались без вооружения и тяжелой техники. Кроме того, они пожаловались на отсутствие ротации. О схожих настроениях рассказали также военные, которые служат в Запорожской и Николаевской областях. Чиновник из Генштаба ВСУ также на условиях анонимности сообщил журналистам, что больше всего случаев дезертирства среди пехотинцев и штурмовиков. Однако речь идет не только об Украине. Военные оставляют и тренировочные полигоны за границей. Польский сотрудник службы безопасности рассказал Financial Times, что около 12 человек ежемесячно сбегают с военной подготовки. За дезертирство по украинскому законодательству им грозит до 12 лет заключения. Недавно Владимир Зеленский подписал новый закон, по которому, если сбежавшие вернутся в свои воинские части к 1 января, им возобновят выплаты и продлят контракты. Ну а в России более 300 тысяч контрактников прошли обучение в резервных полках для участия в войне против Украины. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на статью генерал-полковника Ивана Бувальцева для газеты «Красная звезда». Это издание, напомню, принадлежит Минобороны России. Вероятно, 300 тысяч солдат смогли обучить за весь 2024 год. Исходя из этой же статьи, особое внимание уделяется обучению военнослужащих, управлению беспилотниками и борьбе с ними. Зампред комитета Госдумы по обороне в интервью изданию лента.ру заявил, что резервный полк будет сформирован в каждой группировке российских войск в Украине. Резервный полк играет важную роль в общей системе обороны и наступления и обеспечивает гибкость и резервы для решения возникающих во время военных действий задач. Это позволяет повысить эффективность боевых операций и обеспечивает успех выполнения поставленных задач. О формировании 9 таких полков еще в октябре прошлого года сообщал Сергей Шойгу. Позже, в декабре 23-го, он заявил, что в Минобороны пересмотрели подход к формированию резервов, и якобы в каждой армии уже на тот момент был свой резервный полк. Обсудим тему. С нами военно-политический эксперт Юрий Федоров. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вы оцениваете масштаб подготовки 300 тысяч российских военнослужащих в резервных полках? Действительно ли это указывает на долгосрочную стратегию России в этой войне? Это прежде всего указывает на то, какое количество контрактников подписали соответствующие договоренности, соответствующие договора с Министерством обороны. Потому что кто попадает в эти резервные полки? Попадают контрактники. Человек подписывает документы и значит, берет винтовку в руки и идет, ну куда он идет? Его направляют в так называемый резервный полк, где его обучают из этой винтовки стрелять, ну и некоторым другим военным премудростям. Значит, 300 тысяч человек, контрактников, это, в общем, более или менее нормальная, стандартная для российской армии цифра, потому что ну, есть все основания считать, что в день подписывают примерно 1000 контрактов. Или возобновляют эти контракты, в общем вот примерно 1000 человек в день. И эти, ну или 30, там 28, 29, 30, 31 тысяча в месяц. Значит, за 10 месяцев этого года как раз 300 тысяч человек получили, значит, подписали контракты, отправились в резервные полки, где их чему-то учили. Собственно, для этого резервные полки и предназначены, и затем отправляют на фронт. При этом нужно иметь в виду, что вот эти 300 тысяч человек, которые пришли в армию, это примерно то же самое количество, которое покидает армию по разным причинам. Ну, кто покидает армию в черных мешках, уже мертвым, груз 200, кто демобилизуется из армии по ранению. 300 тысяч за год вы имеете в виду? 30 тысяч в месяц. В месяц, ну, 30 в месяц. Ну, если 30 тысяч в месяц, то за 10 месяцев
из армии ушло примерно 300 тысяч человек. Есть оценки британского министерства обороны, которые показывают, что в день количество убитых и раненых. Вот. А я вам нәрсе дегенем. Помните, я вам говорил, что Башкортостаннан, Татарстаннан до хрена уходит. Вот особенно Башкортостаннан, Татарстан уж больно только по писанинам, а вот Башкортостаннан прям понаслышке. Это до хера и больше уходит оттуда. До хера и больше. Этот Хабиров урод. Бүтін кішіні жіберді ондан. Даже я поражался над тем, что с одних районов только несколько ходок с одного района только. Ну, так скажем, даже может ближе к моим районам, там, скажем, очень много людей ушло. Вот так вот. Вот такие дела. Поэтому так, новостей почитать надо будет, потом поищем. Так, что тут творится? Иштилем ол, Башкортостан, салям. Башкорттар, салям, ассаламу алейкум. Да, ну подавно. Фу, вот за Дагестан, вот скажи сам. Российских военнослужащих. Мухаммад, салам алейкум. За Дагестан, само собой. Значит, октябрь, октябрь. Все там. Цифры, это 1500 в день. Ну, не каждый раненый покидает армию. Раненые считаются те, кто попадает в госпиталь. Из госпиталя примерно 70% уходят, опять возвращаются в армию, и примерно 30% демобилизуют. Но к этой цифре нужно добавить еще больных. На фронте болеют очень многие. Количество больных по статистике раза в 2,5, а то и в 3 больше, чем количество раненых. И из больных тоже где-то, наверное, 20% демобилизуется по состоянию здоровья. Есть другие факторы, есть другие категории людей, так называемых невозобновимых потерь. То есть те люди, которые покидают армию. Ну, примерно 1000 человек в день. То есть 300 тысяч вновь пришедших в армию – это компенсация тех потерь, которые российская армия понесла на поле боя. Может быть полностью, может быть не полностью. Но вот примерно такие соотношения. То есть нельзя сказать, что это усиление группировки российской? Нет, это абсолютно не усиление, это поддержание российской группировки, той действующей армии, которая воюет в Украине, примерно на том же самом уровне, на котором она находилась где-то в первом полугодии этого года. Еще одна тема, которую хотел бы с вами обсудить. По данным Financial Times, в Украине с начала года по октябрь возбудили более 60 тысяч уголовных дел о дезертирстве в ВСУ. И утверждается, что из украинской армии дезертировало больше солдат, чем за предыдущие 2 года вместе взятые. Как вы видите эту ситуацию? Какова природа, наверное, этой проблемы, можно так сказать? Что касается цифр, то их очень трудно комментировать, если это пишет Financial Times, но обычно Financial Times достаточно аккуратно обращается с фактическими данными. И я так думаю, что 60 тысяч уголовных дел, возбужденных по факту дезертирства или по обвинению в дезертирстве, это более или менее реальные цифры. Соответственно, возникает вопрос, а в чем дело? Почему из вооруженных сил Украины люди уходят, люди бегут? Это очень нехороший признак на самом деле. Я думаю, что проблема заключается в 2 вещах. Два фактора, которые вызывают вот такое нехорошее явление, как дезертирство в украинской армии. Первое – это недостаточно компетентное командование. Главное, то, о чем писала Financial Times, люди не понимают, почему их оставляют, скажем, в угрожающей ситуации без поддержки
Почему очень медленные темпы ротации, медленный коэффициент ротации, то есть люди проводят на передовой гораздо больше времени, чем они могут выдержать и чем это полагается по норме, потому что, видите, в военном деле есть свои нормы, и человек не может находиться на передовой в боевых условиях больше определенного количества дней. Это количество дней очень небольшое там, но максимум 2 недели, затем нужно менять. Даже не человека, естественно, а подразделение или часть, отводить его в тыл на отдых, на переформирование, на лечение и так далее и тому подобное. Если это не происходит, то, конечно, моральный дух, морально-психологическое состояние войск резко ухудшается. Возникают проблемы с подвозом боеприпасов, ну, с логистикой, я бы сказал, там всего, чего нужно, плохо подвозят. Это тоже на это жалуются военнослужащие вооруженных сил Украины. Все это свидетельствует о том, что один из главных факторов дезертирства, как и вообще низкого снижения морально-психологического состояния в вооруженных силах Украины, это некомпетентное военное руководство. И действительно, если слушаться в то, что говорят военные аналитики из Украины, не все, но есть очень грамотные и честные военные аналитики, которые говорят о том, что как бы... Так, сейчас прочитаю. Ну, естественно, Москву и Питер не трогают, особенно русскую общину. Официально из Дагестана около 23 тысяч там служат, и это только официальная цифра, а реально, естественно, в разы больше. Да, служит одно, а про гробы, так скажем, про, как говорится, которые уже все попали, как говорится, под мясо, их половины нету, половина, может, домой вернулась, нет. Меньше половины домой вернулась, а половина на полях, и осталось оно. И неизвестно оно, где оно вообще. Вот и все. Особенно если в тот день слышали, как раз это же вроде бы издевались над этими. Карачаево-Черкесия нет, или Карачаево-Черкесия нет, еще вот эти есть. Не Каракалпаки, а вот еще такое имя у них, двойное имя. Балкария, что такое? Кабардино-Балкария. Вот такого же одного ловили же. Точнее, ну да, типа, в каком смысле ловили? В окопе или где-то там мучили же такого одного, короче. Где-то в плен попал кому-то, в плену был. Вот и думайте, короче говоря, какой контингент идет из Кавказа. Весь мусульманский контингент. Вот это меня и бесит. То, что мусульмане молчат. Мусульмане не должны молчать. Вот это вот наш косяк огромный. Я не знаю, как это вообще говорить дальше. Как бы вооруженные силы разделились на две, так сказать, части. Одна часть умеет воевать современным образом, и командиры ответственно подходят к своим обязанностям, не бросают так бездумно людей либо на поле боя, либо бросают в атаку, грамотно относятся. А у России такая же проблема с дезертирами? В России нет статистики, понимаете, то есть судебная статистика, которая известна, она, там где-то порядка 1000 человек в день, по-моему, нет, в месяц, прошу прощения, я такую цифру встречал, возбуждаются уголовные дела. Но проблема заключается в том, в российской армии, что командиры частей и подразделений не докладывают о случаях дезертирства. Если, конечно, там военная полиция не схватила этого дезертира где-то за несколько десятков километров от его воинской, от его части. Стараются скрыть факты дезертирства, выдавая там сокращение личного состава за, так сказать,
пропавших без вести или там за какие-то еще, как-то еще мухлюют с документами. Дело в том, или же, если дезертир пойман, ну, его наказывают жесточайшим образом. Ну-ка. Про это я молчу. Да он цифры занижает, пишет, что из Дагестана около 1000 погибло там, а в реале мы знаем, сколько погибло. Так, вот эти цифры я не вижу. Так. Да, это точно. Сажают в зинданы, так называемые, приковывают к деревьям. О, зинданы, говорит. С тем, чтобы... Зинданы, говорит, знает, блин, этот. Вот человек попытался уйти, его поймали, его избили там до потери сознания, потом его ставят в строй. А статистика все, по статистике все хорошо получается. Нет фактов дезертирства. Есть очень осторожные оценки, которые говорят о том, что дезертирство в российской армии исчисляется десятками тысяч в год. Ну, примерно, наверное, что-то похожее на те цифры, которые назвала Financial Times применительно к ВСУ. Спасибо вам большое за вашу аналитику. Это был военно-политический эксперт Юрий Федоров. Благодарю вас. Спасибо вам. В администрации российского президента ведут подготовку к созданию образа войны, образа победы в этой войне. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники. По их данным, власти провели семинары для вице-губернаторов российских регионов. Администрация президента исходит из того, что конец специальной военной операции будет, и к нему надо быть готовым, поясняет один из источников «Коммерсанта». Будущие результаты СВО должны расцениваться в обществе как победа, хотя разные социальные группы уже воспринимают ее по-разному. Для рассерженных патриотов она означает одно, для либералов совсем другое. Поэтому с точки зрения администрации президента надо ориентироваться на спокойное большинство, которое будет довольно достижением обозначенных президентом целей – денацификация и демилитаризация Украины, а также сохранением за Россией новых территорий. И это большинство необходимо сохранять и расширять, считают в администрации президента. На семинаре вице-губернаторам, как сообщают СМИ, также рассказали о важности работы с военными, которые возвращаются с фронта. Процитирую отрывок из статьи «Коммерсанта». «Нужно постоянно держать в фокусе эти вопросы, чтобы они не примкнули к протестным движениям или к криминалу». Конец цитаты. Также на встрече были названы целевые показатели на выборы в Госдуму, которые пройдут в 2026 году. Результат партии «Единая Россия» должен составлять не менее 55%, при явке также 55%. Такую задачу ставят в администрации президента, говорится в материалах СМИ. Мы продолжаем программу «Вечер», и вот о чем говорим далее в эфире. В Грузии за время протестов силовики задержали более 220 человек. Акции в центре города продолжаются до сих пор. Наступление в Сирии. Правительственные войска отступают из Алеппо. Город бомбит российская авиация. Президент США Джо Байден помиловал своего сына, хотя ранее обещал этого не делать. Байдену-младшему грозил срок до 25 лет. Об этом будем говорить далее в эфире. Но вы не забывайте ставить лайк, если смотрите нас в YouTube. Обязательно оставляйте ваши комментарии по темам сегодняшнего выпуска. Ну и так мы возвращаемся в Грузию. Премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил, что никто на Западе не отреагировал, процитирую, на масштабное системное насилие в отношении сотрудников МВД на акциях протеста. Напомню, что в течение... Так, что тут? Ника, ты, Ника, салям. Да. 20 человек в чате, ни одного лайка. Ну да, потому что этот сидит, мне кажется. Узкие сидят, узкие. Поэтому вот так вот. Этого номада тоже нету. Работает, наверное. Вот так вот. Да, и сегодня же Туалнар мне же это бахнули, я же говорил, да, слышали, наверное. Мне бахнули, тут главный канал мой, заблокировали, твари, где было 3960 людей, его бахнули полностью в корень, Там я уже даже оспаривать не хочу. Вот так вот. Да. Поэтому вот сейчас со второго, точнее, это первый канал уж вышел с этого.
И справа был другой еще новый канал. Но там вообще ни хера никого нету. Вот такая вот ситуация, короче. Ну, этот. Ну да, закрытие канала это уж не печаль, а просто главное, чтобы этот народ, который там был, услышал заново, как бы присел, да, так скажем, чтобы главное внутрь Башкортостана, России оно шло. А там же я даже не знаю, что за народ был. Вот чем интересно. Да. Да нет, мне уже несколько раз же предупреждали эти твари, блин, мне страйки накидали, короче, потом кто-то, сколько я уже, комменты с угрозами, блин, не знаю, короче, ну, явно, короче, накидали страйков, короче. Да, 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 потому что у меня же была бы у меня, наверное, 1 000 000 человек, допустим, да, и там, или 100 000, страйки не смогли бы накидать, а у меня же всего лишь 3000 чем-то, и очень легко его бы забанить. Маленькие каналы, я думаю, быстро банятся, а большие не могут забанить, потому что уже авторитет, а маленькие банят. Я так понял, короче, там, ну, алгоритм, короче, да, как хотят, так и банят, короче, вот так вот. Потому что они же, сволочи, прикиньте, что мне уже несколько раз они банили. 5-часовые стримы мои удаляли. 5-часовой стрим же они не могут же слушать. Они же, мы, говорит, там написано, можем слушать автоматом и не автоматом. Ну, 5-часовой стрим же они не могут прослушивать. Это явно бан, понимаете? 5-часовой стрим этому ютуберу, нафига мой стрим им слушать? Если даже у них алгоритм по каким-то словам, допустим, может, допустим, как где-то же говорят, там 10 раз, там, допустим, Путин, 10 раз скажешь, ого, бан, короче, где-то там. Ну, примерно такой, блин. Салям, приветствую, благодарю. Да там в корень, я не знаю, ну я же не знаю даже, куда тебе скинуть. Да невозможно там обжаловать. Я уже даже кнопку не могу найти. У меня полностью Google даже удален. Прикинь, Google. Google даже удалили полностью в корень. Этого Gmail моего даже нету. Прикинь, вот сегодня я искал новости поставить по этому Gmail. Там я на тебя был подписан. Все, тишина, нифига ничего нету. Ну, имеется в виду, на такие каналы был подписан, которые я вижу, ну, слушал каждый день, слушал там дождь, там еще, все слетело, все, ничего нету. Кажется, заново надо начинать. Тупизм. 2 страницы снесли в инсте у Людки. Да, вот такая херня, короче. Да, кстати, да, если, к примеру, взять, вот я не слушаю пропагандистов вообще, зачем нас смотреть? Вот именно, зачем нас смотреть, и в то же время не Google, Ютубу-то нахрен это нужно? Вот в чем прикол. Ну, явно это как бы откуда-то ветер дует. Вот так вот. Ну, это уроды, короче, да? Короче, давайте, пока вы не уснули, посижу. С госпожой посижу, короче, потому что время 10, я просто сегодня был весь день в одном месте, блин, в обезьяннике. Достали меня они, блин, уроды. Короче, можете обрадовать, как это называется, блин, поздравить, ё-моё. Я микрофон себе взял с колонками, блин. Короче, я деловой сегодня буду караоке, блин. Алло, кто? Будем читать. Нормально меня? Теперь могу, пофиг, блин, с кухни даже орать. С кухни орать! Благодарю. Сейчас что-нибудь почитаем. Может, есть там что-нибудь такое новенькое. Потому что у меня сегодня был насыщенный день, блин. Пришлось уборку сделать туда-сюда, короче, вот так вот. Так, окей. Давайте что-нибудь почитаем интересное. Я просто тут хочу вести и так скажем,
ТикТок. Я, короче, же придумал ТикТок, короче, как теперь, если что, меня ищите в ТикТоке. Если меня и тут, короче, забанят, я в ТикТоке. В ТикТоке они ничего не могут сделать. В ТикТоке вроде нормальная там тема. ТикТок сам банит меня. Как говорится, вот так вот. Там, если они хотят банить, банят они конкретно сами. Так, окей. Сейчас, секунду. Просто этот. У меня тоже пока народ не спит. Громко поговорим. Сейчас я буду этот рубать тоже по новостям. Да хрена там новостей. Я что день читал. Вообще никого не было, прикинь. А потом в конце смотрю, 6 тысяч было людей. Нормально. Выселят. Да, меня выселят. Да. Что-нибудь спеть может, караоке. Есть какой-нибудь канал украинского караоке? Нет, давайте новости почитаем. Новости почитаем. Ни хрена себе, да? Тут и телефон надо держать, теперь и этот. Микрофон надо еще держать. Маленькие такие пиздюлины, 2 микрофона, прикинь, и колонка. Ой, что я не говорю, микрофон. Итак, начнем. Попробуем. ТикТок тоже врубать будем. Ну, я тут всякого новостей ничего не закидывал, потому что не до этого было у меня сегодня. Ну вот историю про башкир хотел дочитать. Я начинал читать в начале эфира. Давайте, когда все уже засели, давайте прочитаем, чтобы не было так, что я кинул там на полпути. Итак, сейчас я врублю. Как раз тут по 10 минут ТикТок, короче, загружаем. Так, салям, ТикТок. Начинаем эфир. Так, ну, получается, народ, нация или родословная, как-то так называлось. Иштяк башкиры. Упоминается в письме Рахман Колой. В 1970-х годах турецкий историк, надеюсь, меня нормально слышно? Не аукает? В 1970-х годах турецкий историк Агдес Немет Курат в Стамбульском архиве крымских дел обнаружил уникальный документ 17 века. Документ дипломатического характера, где перечисляются народы бывшего Казанского ханства. Суть документа такова. Народные предводители обращаются к крымскому хану, принять их в подданство, то есть прислать наместника. Перечисляются следующие народы, готовы принять власть крымского хана. Чуваши 20 тысяч кибиток. Черемесы 40 тысяч кибиток, удмурты 10 тысяч кибиток, башкиры и иштяки 10 тысяч кибиток, 7 городов-районов сибирского юрта. Четко слышно, Рахмат? Все, значит, все нормалек. Это примерно около 800 тысяч человек. Самый главный плюс этого источника, он написан самими жителями бывшего Казанского ханства. Отрывок из работы Агдес Немет Курат опубликовал Ахат Салихов в своей книге «Онотолган тарих биттере». Переводится «забытые листы истории». В своей книге «Турция и Поволжье» турецкий историк Агдес Немет Курат использовал сведения рукописи, хранящиеся в Дрезденской библиотеке. Автором этой рукописи является Рахман Колой, который в 1635 году направил письмо к крымскому муфтию. В ней Бии и Картар. Бии, ну, наверное, типа чиновники, типа такие, и Картар, типа старики, Урала-Поволжья, просились подданства крымскому хану. Один есть народ, башкиры и иштяки, прям как ништяки.
10 тысяч домов. В этом же порядке и будут платить подать. Они также в таком же порядке деньги, мед, соболь, белки и будут платить ясак за землю. Мари, чуваши, иштяк-башкиры, удмурты все при конях и оружии. Салихов А.Г. Он утолган тарих биттаре. 2003. Что-то такое. Ну, короче, взято из, получается, из правильных источников. Не то, что там русня нам, которая втирает историю, и как бы это все лживая история ихняя. А у нас как бы уже как бы народ тоже более такой подкованный становится. Надеюсь, вытащим свою нормальную историю, правду. А этот ответ был на то, что я скидывал из контакта статья автора Дамир Исхакова, который плел какую-то хрень, как башкирские историки лгут об этнической истории башкир на примере деревни Туктагулова в Башкирии. В статье рассматривается изменение в сословности населения двух татарских деревень в течение второй половины 18 века. Ну, что-то в этом роде. Суть, там целый гектар, там читать, я уж читать не буду. Татары, как в своем, как говорится, репертуаре пытаются спорить, что в Башкортостане были везде татары, понимаешь ли, а башкир не было. Где типа были татары, там башкир не было. Ну, что-то в этом роде. Я так примерно понимаю это. Поэтому к нему и был подан, так скажем, нижний вот этот коммент. Конкретный с доказательствами. Поэтому, как сказать... Вот это того, что башкиртов не было, вот этой нации вообще, да, то, что не было или что-то в этом роде, и если вот это продувается со стороны татар, это явно нужно понимать, что в первую очередь они тупые или пляшут под Кремль, чтобы, как говорится, было между нами какая-то преграда, чтобы у нас было как-то, ну, так скажем, недоверие татарам. Поэтому мы не должны к этому, как говорится, больно склоняться, нахрен все это послать, эту и историю, и все остальное. Главное есть башкиртлар и татарлар в данный момент, и главная наша задача уничтожить Москву. Другого варианта никак. Поэтому здесь сейчас из-за какой-то куска земли или истории, если мы будем спорить, как кыргызы с таджиками делили во время Рамадана кусок земли, где-то там в Таджикистане и в Кыргызстане, говоря, что это кыргызская земля, на самом деле она вообще таджикская земля. У кыргызов по сути земли нету. Поэтому вот такой херней заниматься, я считаю, не нужно. Потому что у нас цель до Ненеции, грубо говоря, до новой земли, Башкортостан с Татарстаном может взять все эти земли. Это Пермь и Коми. Это все наши земли. Поэтому из-за куска какого-то дерьма спорить и какие-то создавать истории лживые нам не стоит. И подавно также и Кавказа. В Кавказе тоже я слышал в свое время, что в Дагестане кусок земли взят у чеченцев и отдан дагестанцам до моря. Что вот эта тема тоже всяко оно подымется. И поэтому, как я считаю, что кавказские аксакалы, они мудрые тоже, как говорится, от нас, как говорится, ничем не отличаются, я считаю, и они должны будут эти земли конкретно, правильно поделить. Главная наша цель не в этих землях, а цель Москва. Поэтому нам мелочиться тут не стоит. И вообще как бы вспоминать вот это всякие истории, я думаю, как бы в неправильном ракурсе лучше не стоит. Лучше было дело, допустим, было, короче, у кого-то какая-то земля, значит, надо поменяться землями, кому что, и дальше вглубь, внутри России отобрать. Вот и все. Здесь не нужно ломать вниз мое, ниже мое, выше не мое, я не буду брать. Нет, ниже нужно, как говорится, отходить вверх и брать вверх. Также я считаю, что, как всегда я говорю, до Воронежа это должно быть Украина и Кавказ. До Воронежа.
Выше Воронежа это будет Московские болота. Вот это будет правильно, потому что 500 лет, если мы гнобимся русней 500 лет, то мы должны, получается, их тоже, грубо говоря, бумерангом гнобить 5 миллионов лет. Не 500 лет даже. До конца этой земли вообще, если оно вообще до конца будет что-то. Имеется в виду, до нашей смерти и после нашей смерти все республики, которые отойдут от московского ига, должны быть свободными. Вот и все. Каждый сам по себе должен жить. Все. У каждого хата должна быть своя с краю. Не нужно лезть, как кто-то мне в ТикТоке скидывал такое выражение. Путин со своим коромыслом, нет, со своим монастырем, нехер лезть в чужой монастырь. Нет, своим какой-то херней нехер лезть в чужой монастырь. Вот так сказала какая-то одна женщина. Надо послушать ее, я не дослушал его. Ее. Примерно так. Так, короче, номада нету, да? Получается, вот тут я еще одну карту скидывал, так, для общего понимания, но я его озвучил в ТикТоке, но тоже не до конца. Сейчас. Так, закроем-ка этот ТикТок. Начнем. Сейчас, секунду. Так, сегодня что? Второе. Башкиры. Упоминается в письме Рахман Колой. В 1970-х годах турецкий историк. Надеюсь, меня нормально слышно? Не аукает? В 1970-х годах турецкий историк Акнес Немет Мурат в Стамбульском так, стрим. дел обнаружил уникальный документ 17 века. Документ дипломатического характера, где перечисляются народы бывшего Казанского ханства. Суть документа такова. Народные предводители обращаются к крымскому хану, принять их подданство. Так, сейчас, секунду. Чуть-чуть мне приходится так, позагружать его. Так, идем дальше. Так, второй стрим, короче. Первый я пошел грузиться. Так, Унтугосское утро, 19 человек сидит, Рахмат. Так, обновленная схема Кёппена для российского климата. Тут тоже хотел свое какое-то дебильная мысль высказать. Получается, оказывается, Башкортостан с Татарстаном в такой, ну, синий, так между, ну, как голубое небо, так скажем, примерно такой цвет обозначен. Холодный, континентальный, без сухого сезона, теплое лето. Вот в таком климате, оказывается, находимся мы. Ну, не только мы, полная нижняя часть этой, получается, Русни до, грубо говоря, до Европы, грубо говоря, да, до Европы вот так все находится. Верх Башкортостана чуть-чуть тоже такой же. И все. А вверх уже идет больно голубой, не голубой, зеленоватый, холодный, континентальный, без сухого сезона, холодное лето. И вот, что я хочу сюда добавить, как раз по той карте. Получается, если, ну, просто такие цветами поделили тут, да, карта так создана. Внизу вот эта теплая часть, как раз, пусть это будет зона данного Башкортостана, Удмуртии, чуть выше Удмуртии и Мариэль. Вот представили, это все часть синего цвета, грубо. Сверху
зеленый такой болотный цвет идет. Полностью как раз он обозначает как раз ту часть, которую мы должны будем отжать у Русни полностью до новой земли. Вот прям конкретно тут нарисовано, прям понятно. И кусок как раз прям ясно показывает, вот всегда забываю, левее Ингрия, где создается Ингрия. Вот это Питер, короче, возле Питера. Что за нация еще одна была, я забываю всегда. Вот эти подобие коми, только не коми, а какие-то еще комички, хомячки, короче, какие-то другая нация. Ну, суть, она тоже вся отделенная, и потом уже идет Питер, Мурманск. Итог, полностью вот эти земли конкретно показывают, что, ну, даже вот по карте, да, по тепловым, по холодным климатическим картам, если вот так его даже разделять, полностью можно реально этим самым, получается, сказать, что это не русня. Это не русня. Полностью это русню, чертовую, как говорится, раздербанить. И конкретно вот эта карта, я думаю, больно красиво смотрится. И внизу, получается, Кавказ. Он такой тоже этот синеватый, как небо, грубо говоря, да? Еще чуть-чуть синий другой. И внизу и вообще желтые, короче, где, наверное, Калмыкия. Жара там. Наверное, что-то желтое написано, сейчас почитаем. Сухой степь холодный. Нихера, наоборот, холодная. Ну вот. И вот, получается, как раз вот эти вот обозначения удобные для разделения русни. Чтобы понимать, да, где, как и куда отойдет. И вот показывает вот эти вот Дагестан, грубо, Чечня, Дагестан, сверху Дагестана что идет, я не знаю, не помню. Тут просто обозначение. И вот это все, получается, до Воронежа можно загонять Кавказом. Чтобы, получается, ну, даже можно, наверное, вот это весь голубой цвет, синий, вот этот более темно-голубоватый или светловатый, поймешь, как его разделить. Полностью, получается, вот этот низ России можно, не можно, а вот она вся и отойдет, получается, регионом. Только остается верх, левый верх, кусок, это Москва. Все, больше у них ни хрена ничего нету. Все, вот, считаю, вот эта карта. Я даже на ту сторону Алтай, туда даже не перешел за Челябинск. Там все зеленое. Там все зеленое, вот этот болотный цвет. Потом вообще там фиолетовый идет, темно-синий, серый идет вообще там. Вот это новая земля, туда-сюда, это серое все. Лед, наверное, да, так скажем. Серое, что означает тут? Тундра. Тундра, вечная мерзлота. А черное, это вообще темно-серый, это вечная мерзлота, короче. Вот итог. Получается, как раз это климатическая карта и дает о том, что, так скажем, для нас, да, ведь понимать, что прям четко видать русня вся, так называемая, которая, получается, реально может, получается, жить отдельно сама. Вот сама по себе. Примерно так. Мне как бы эта карта понравилась. Прям четко все видно. Если что, можете посмотреть у меня в телеге. Так, идем вот дальше по новостям. Вчера я слушал до конца, но Фейгин тоже конкретно ебашит. Еврей, получается, Фейгин. Мы понимаем, как говорится, что евреями нам как бы больно, как говорится, дружить нельзя. Но вот этот Фейгин из Самары, он какой-то не такой еврей, порой иногда мне кажется. Моментами, конечно, он тоже высказывает против мусульман, но когда идет речь о том, что разъеб Москвы,
Я вот с ним как-то вот, блин, могу по рукам, как говорится, бить, с ним, как говорится, дать 5, с ним идти на Москву. Вот его мысли порой конкретные, как бы схожи моими, такие мощные, конкретные, ну вот такие вот. И вот, считай, он был, репетировал возвращение, получается, в Курскую область, короче, он съездил куда-то там в дыру какой-то, блядь. И оттуда, короче, заснял пару секунд видео, и эфир, короче, ведет. А сейчас он в Киеве, как он говорил, в Киеве, короче говоря. Ну вот, человек, ну так скажем, история его не так уж хорошая, понаслышке, когда в Косово там мусульмане, этот бардак был с сербами, он там тоже тусил, короче, в Боснии, в Косово, вот там. Он тоже там тусил. Что он делал, хуй его знает. Вот. Тем самым настораживает. Но это его жизнь. Главное, что он говорит, что по его, как говорится, делам, он не видит, если он не пиздит, он не видит, что Россия будет целая. Понимаете? Самый вот этот момент, он постоянно это продиктовывает. И когда он в Америке тоже что-то там вел какой-то, помните, блядь, какой-то флешмоб какой-то был у него, блин, в прошлом году. Не в прошлом, но вот зимой в этом году, в январе там, в феврале. Тоже как бы тема такая была, что как раз-таки там участвовал вот этот Иршад Хаби, этот нью-йоркский татарин, короче, он как раз в Нью-Йорке вел это интервью. И вот он, получается, тогда он высказывал, когда что должна быть отдельной от Москвы. И как бы вот он как бы, ну, в этой тематике как бы он вроде поддерживает, я так понимаю. Но досконально евреям верить нельзя. Какую игру они играют, мы не знаем. Примерно так. Так, сейчас второй стрим скинем. Получается, Башкортостан с Татарстаном такой, ну, между, ну, как голубое небо, так скажем, примерно такой цвет обозначен. Ай момент. Так, секунд. Просто я по 10 минут, мне TikTok, короче, запись, тяжело мне, короче, вытаскивать. Я придумал такую тему, что по 10 минут записываю в TikTok и как бы пытаюсь шанс тоже распространять. Там много из Башкортостана, с Татарстана люди. И как бы туда буду скидывать, так скажем, да. Скидываю туда. Итак, идем дальше, короче. Ну, кратко только пройдусь, я прослушал, но идет идиотом. 31-32 года, опять приперся, короче, татарин, который давал интервью татарину из Киева, получается, этому имаму, как его зовут, Исмаилову, как его, не знаю, забыл, как зовут. Ну, вот этому имаму, который из Донецка, что ли, откуда-то оттуда. И вот, короче, этот приперся, попал в плен. Вот недавно только его призвали, вот вроде в сентябре, что ли, говорит, или в июне, и вот он уже в плену, короче говоря. Понимаете? Нахрена, 32 года, нахрена ты вообще приехал? Ну, чуть-чуть так можем прослушать про него, чисто вот так вот. Чисто так, чтобы вспомнить, о чем он говорит. Татар нет.
Иногда кажется, что эти буквы отражают действительную ситуацию в России. Иначе зачем гордые потомки Кул-Шарифа едут за 1500 километров от своего родного дома, чтобы воевать и оказаться в плену? Разве не должны они защищать свой дом? Как это делает тот, кто будет задавать вопросы? Мусульманин, татарин, муфтий из Донецка, действующий военный, Саид Исмагилов. Смотрите и узнаете, действительно ли татар нет. Меня зовут Саид Исмагилов, я татарин, мусульманин Украины. 2 года на фронте с вами. Как тебя зовут, откуда? Меня зовут Садык Фаимир Гумерович. Так, а сколько тебе лет? Ты из Татарстана, да? 32, да. Семья, дети есть? Есть. Жена и 1 дочка. А дочке сколько? 5 лет. Маленькая, как зовут? София. Понятно. А жена татарка, нет? Нет, русская. Ага, я понял. Татарский язык знаешь? Пиздец, жена русская. Я даже это что-то я прослушал, я только услышал. София Корале, Алдағы өмір барале. Этот у нас такие частушки, кстати, были татарские на имя София. А у него жена русская, ну уж неудивительно, если имя будет София. Как бы по-татарски, конечно, София, а ее, наверное, будут звать София, Софиюшка. Ты узкая, не татарка. Примерно вот такая хуйня. Там сыр-бор, война, короче. Само собой, ему 32 года, он, само собой, татарин. Ну, 99% татаров это эти подкаблучники. Я им, блядь, нахуй в лицо им говорил, нахуй. В Башкортостане такая же хуйня. Они, у них жены рулят, а мужики трепло, говно, блядь. Я не знаю, как их можно назвать, блядь. Куттах башлар, короче говоря. Поэтому явно, блядь, там этот, ну, не он рулит, короче, рулит баба. Вот и все. Поэтому он и в армии. Ну, жена русская, а муж татарин. Пусть дохнет нахуй в армии. А она пока в это время будет давать нахуй другим нахуй. Вот и все. Хорошо говоришь? Да. Так, а ты мусульманин? Считаешься мусульманином? Да. В мечеть ходишь? Ходил раньше. А намаз читаешь? Да. А Коран читаешь? На арабском? Некоторые дуа хорошо знаю. А какие дуа знаешь? Прочитать одну? Да, читай. Ну, в суре Фатиха в начале... Да. Там в начале Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Да. Ну, давай дальше. Я путаю некоторые дуа. Иногда пытаюсь вспомнить, читаю, как знаю. Аузубилля. Он даже Аль-Фатиху не знает. Путаюсь, говорит. Конечно, ты путаешься. Жена русская, ты намаз не будешь читать никогда, блядь. Путаешься, конечно. Короче, окей. Если, Ника, ты его это слушала, значит, давай не будем слушать нахуй. Настроение портится только от таких, блин. Так. Самое интересное, я же тот день говорил, не говорил? Ну да, говорил. Ишмурат Хазрат с этим, с Габбасовым вели интервью. Ну, этот, блядь, интервью. Я привык интервью говорить. Стрим, короче, вели стрим. Ну, более-менее мне что-то понравилось, что-то нет. Я уже об этом говорил в тот день вроде бы. И вот он потом после него сам провел интервью, получается. Мы его тоже прослушали, само собой, короче говоря. И самое главное, я в тот день высказывался об этом, где-то вслух тоже вроде бы. Самое интересное, он сказал 2 вещи. Хотел вот здесь тоже произнести, как бы я вроде бы это говорил в этом, в телеге, короче. Ну, помню, о чем я говорил. Блять, микрофон же у меня есть. Чего я пизжу без микрофона? Непривычно, блядь. И вот, перед этим, вот этим стримом, перед этим ночью, я как раз рассказывал вам о том, что купюра русни не должно, как говорится, так скажем, марать честь, имя Салавата Юлаева. И после этого он тоже в своем стриме об этом сказал. Удивительно. Как так? Совпадение.
Вот. Ну, ладно, хоть об этом он сказал, я как бы был рад, что хоть уже 2 человека об этом сказали. Поэтому я считаю, что ни на Русне, Монете, ни на Хирне, вообще нигде из Башкортостана с Татарстаном никакие имена не должны вообще вписываться никуда. Потому что это лицемерные вставки под таким, ну, скажем, подачки от барского стола, кости обгрызанные. Поэтому нам не нужны такие подачки. Поэтому нам надо быть выше, просто раздолбать Москву. И в итоге, получается, у нас будет свой паспорт в Башкортостане, Татарстане, также и в Дагестане, и в Чечне, свои деньги и паспорта. У нас будут открытые территории с Европой, с Америкой, с саудитами, со всеми. В чем проблема? В чем проблема? Это просто наш страх, как говорится, перед этими узкожопами, грубо говоря, и не можем собраться, вот эти 4 мощных мусульманских, как говорится, народа, и сказать Москве, что мы заебались с вами нахуй. Вы воюете и воюете, мы умираем. Мы не хотим. Все. Блять, вот эти одно предложение, 2 предложения вам сказать тяжело, что ли? И выйти нахуй. И всех, блядь, засадить нахуй на кол, нахуй. Всех. На вилы, блядь, всех поднять. Другого варианта нет. Не хотят, блядь, по-хорошему отпускать. Как черт Ходорковский. Все хотят хапнуть Чечню и так далее. Не то, что там Татарстан с Башкортостаном, они даже об этом даже речи не ведут. Отпускать даже не хотят нас. А, как говорится, про Чечню намекает то, что опять может быть какая-то война. А мы не боимся войны. Нам не в войне дело. Цель наша Москва. И пусть даже они считаются террористами в народе, вот если которые сейчас Алеппо взяли, они с 2015 года это терпели. Грубо говоря, 9-10 лет они терпели, воевали, отошли и снова пришли. Поэтому мы еще даже ни разу не воевали. Поэтому я считаю, что наш ход должен быть первым и последним, это, так скажем, умопомрачительным. Удар, как говорится, ниже пояса. Все. Как я в тот день снял видео маленькое, или куда-то грузил, нет? Яйцо Путина, короче, надо разбить, блядь. Яйцо, блядь, вот это разбить, и этот черт сдохнет. И рядом Лавров. Так. Вот это я не просмотрел, просто скидывал. Давайте послушаем Балаян Сыресь. Как бы хорошо говорит этот мужик. Шум братья Алгадней. Доброго здоровья, друзья. Я Балаян Сыресь, князёр народа Эльзя, ветеран русско-украинской войны и участник Лиги свободных наций. Наша лига – это будущее свободное государство на развалинах российского концлагеря. Этно-религиозных конфликтов... Да, само собой. Также и Путина хотят эти навальнисты убрать, поставить своего черта. С Кадыровым, с Хабировыми и со всеми то же самое будет. Со всеми так будет. Со всеми. Всех просто хотят шапки просто поменять. Шапки. Так скажем, колпаки сменить, а камера будет такая же, истрепанная внутри. В России становится все больше и больше. Наши 2 последних обзора собрали десятки тысяч просмотров и множество реакций. Это значит, что вы тоже замечаете обострение противоречий между властью и нами, нерусскими. Для преследования инакомыслящих, а среди них и представителей национальных движений, власть использует своих силовиков. Можно сказать, что Россия уже превратилась в государство силовиков. Но власти кажется, что этого мало. Страх заставляет ее создавать дополнительные когорты своих защитников. Она делится с ними своей монополией на насилие, правом использовать силу против своих граждан.
Если в первом акте на стене висит ружье, то оно обязательно выстрелит по ходу пьесы. Если русскую общину создали для того, чтобы она била и убивала, она будет делать это и без команды сверху. Безнаказанность тому причиной. Она, община, входит по вкус. И то, что община русская, не значит, что ее не будут применять против русских. И мы уже сейчас видим подтверждение этому. Русские нацисты преследуют не только мигрантов, но и коренные народы России. Преследуют тех из русских, кто смеет иметь свое мнение, говорить о справедливости, тех, кто имеет дерзость защищаться или вставать на защиту других людей. А такие люди в России есть. И они преследуются и ФСБ, и полицией, и русской общиной. Такой себе трехголовый Змей Горыныч Кощея Московского. Хорошо еще что смертного. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Говорят, что жестокие люди обидчивы и трусливы. Похоже, что это правда. Русская община пожаловалась в полицию, что во время патрулирования на нее напала интернациональная группа уличных бандитов в количестве 30 человек. Это же ужас, правда? Кто На наших братьев, которые работали в патруле ДНД, напала банда из 30 человек в балаклавах с молотками, травматическими пистолетами. Надеюсь, что вместе со Следковым там не только задержат нападавших, но и определят их судьбу на ближайшие 5-7 лет. На самом деле все было немного не так, а точнее совсем не так. Русские общинники решили принять участие в разборке. А как же? Они и суд, и прокурор, и защитник, и даже исполнители наказания. Но пропиариться в соцсетях не получилось. Мечта о легкой победе улетучилась, когда перед общинниками стали местные подростки, которые представились теплотеховскими. И они чувствовали себя совсем не напуганными мигрантами, а хозяевами в своем районе. Общинники поняли, что сейчас будут бить. Из Казани, что ли? Голове, и струсив схватились за оружие. Теплотеховские ответили, и обе группы кинулись в рассыпную. Камеры наблюдения зафиксировали сбор двух групп и первые вспышки выстрелов со стороны общинников. Впоследствии русская община пожаловалась, что подростки использовали травматический пистолет. Один из активистов обратился за помощью к медикам с ожогом живота. Ну, вы определитесь, подростки использовали травмат или огнемет. Похоже, что общинники сообщили по команде, и дело под личный контроль взял куратор русской общины, глава Следственного комитета Алексей Бастрыкин. Он дал поручение руководителю управления по Челябинской области Алексею Колбасину инициировать запрос на передачу материалов производства следователей СК России. Есть вопрос? Есть. На каком основании русская община патрулирует город без сопровождения полиции, да еще и с оружием? А в положении про добровольные народные дружины четко сказано: патрулирование, выставление постов в общественных местах, организация дежурств, проведение специальных рейдов и операций совместно с сотрудниками правоохранительных органов. И про оружие нигде упоминаний нет. Потасовки со стрельбой случаются в Челябинске регулярно. В августе группа подростков в масках устроила разборку около ДК «Станкомаш». Еще один подобный конфликт был в июле, а самая громкая и похожая история случилась в мае с участием вагнеровцев. Один в один. Вагнеровцы участвовали в разборке. Как говорит один из участников вагнеровцев, приехали, наказали, убили. Только наказать, но родственники вызвали не полицию, а друзей. Конец цитаты. Представляете? С полицией Вагнер договаривается на счет раз, а вот с друзьями не получается. То есть не только русская община имеет одновременно статус и суда, и прокуратуры, и защитника, и даже палача, а и вагнеровцы, и участники другие СВО, и прочие тоже. Учитывая, что их становится все больше и больше, легко представить, чем это все закончится. Хорошо, что у населения, как говорил полиграф Шариков, у самих револьверы найдутся. Вооружайтесь, друзья, пока не поздно. В одном из прошлых выпусков мы рассказывали о ситуации И Габбасов говорит вооружаться. И Кашаповские вроде тоже говорят. Ну, вот этот Сырос Балаян тоже самый из этой категории. Вооружаться. Ну, как вам сказать, иногда? Вооружаться не помешает. Но я вам скажу одно, что оружие взять — это не проблема. Первая задача — это собрать народ.
Соберется народ, все оружейки, все ментовские, как говорится, участки, это будут наши. И в каждом ментовском участке гарантированно будет, блин, до хрена боеприпасов, до хрена. Особенно в Хабировском, Башкортостане, его, наверное, на каждом шагу. Хоть жопой жуй. И, само собой, как говорится, как вот до этого я не говорил, или говорил уже, освобождать тюрьмы. Первая задача — освобождать тюрьмы. Всех из тюрем вытащить. Всех вооружить. А вооружить именно вот с этими участками. Понимаете? Захват участков, разъеб ментов, всех в обезьянник, туда же их нахрен. И, как говорится, идти на Москву. Вот и все. Жестко, беспощадно. Вообще пощады не должно быть ни на ментов, ни на кого, блядь. Главная задача, если они в этот момент не скажут, что я с вами. Потому что мы же не знаем, какие башкирты и татары служат в ментовке. Мы же не можем сказать за всех них, ответить. В данный момент они, конечно, под каблуком, но в тот момент они могут нам пригодиться. Поэтому я считаю, что их подряд нахрен в одну гребенку и в обезьянник сувать не надо. Их можно будет как раз-таки, так скажем, подружить в этот момент менты с зэками. Зэки их сами поставят на место. Я так считаю. Как раз вытащив зэков, направить их на ментов, они, как говорится, возьмут их вместе. И вместе эта группа попиздует нахуй на Москву. Вот такая задача будет. Первым эшелоном, само собой, как всегда я говорил, если в пленные, вот если, допустим, пленные в Украине, да, и всегда я говорю, на Москву идти, подобие такие пленные будут, пленные пойдут, как говорится, на первых рядах. Первый нахуй ряд похода, так скажем, будут пленные. Пленные будут идти, само собой, со смотрящими, кто с ними будет идти. И эти пленные, так скажем, тоже пойдут за нас. Если они не идут за нас, значит их прямо, блядь, в обезьянник меняем, да, так, местами Алсынова наружу, а вместо Алсынова засовываем этих пленных, так скажем, да. В итоге получается, чтобы у нас в Башкортостане оставалась тишина, когда мы уйдем на Москву. Когда мы дойдем до Москвы, чтобы в Башкортостане какой-то кипиш не произошел. Вот примерно так. И насчет произойти кипиша, я считаю, что это будет мощная, как говорится, ну, так скажем, просьба в этот момент Казахстана, чтобы казахстанские наши туганлар вошли в этот момент в Башкортостан, и когда мы уйдем на Москву, и держали, как говорится, Башкортостан в тишине. Вот примерно вот такая задача будет, потому что мы не сможем понять, откуда придут еще кто-то. Потому что и за Челябинском, считайте, до Сахалина это русня будет. Поэтому эту русню мы не должны будем допустить. А чтобы этого не допустить, само собой, когда мы зайдем, и буряты, и алтайцы, и якуты, все тоже должны пойти по домам. Каждая группировка должна будет пойти по своим регионам. Очистив свои регионы, сбор пункта, город Казань. Собираемся в Казани, идем на Москву. Вот такая орда из этих народов должна, как говорится, атаковать Москву со всех щелей. Пока мы не выкурим этого путю и не передадим их, как говорится, трибуналу. Ну, точнее, даже не трибуналу, это у нас будет свой трибунал. Памперсы. Хорошие памперсы такие, блядь. Можно из колючки тоже можно сделать. Памперсы, короче. И пригнать, блядь, Лукашенко нахуй. Лукашенко, я правильно сказал? Лукашку это, сука, картофеля. И всех остальных тоже хуев, блядь. И в одну кучу, как говорится, их собрать. И, как говорится, дальше уже будем посмотреть. Казнить их. Или, как говорится, будут они клоунами нахуй по жизни, до конца жизни. В памперсах, там, в Кремле радовать туристов. Примерно так. В поселке Светлый Новосибирской области медийная группа Лиги Свободных Наций разместила отдельное короткое видео о тех событиях, и его просмотрели более 1 миллиона раз.
Чувство справедливости развито у наших зрителей. Напомню, местный подросток-негодяй избивал сына мигрантов на глазах всей школы. А когда отец мальчика при свидетелях поговорил с малолетним нацистом, его мамаша пожаловалась русским общинникам. Но разборки не вышло. Русское общение дали отпор местные жители. Оказалось, что хулиган избивает в школе кого хочет, кроме учителей и директора. За мигрантов вступились местные жители, более 30 человек, и депутаты вместе с Натальей Шишкиной. Она записала видеообращение, где прямо говорила, что неблагополучная семья малолетнего хулигана терроризирует весь поселок. Это привело в ярость русскую общину. Да, они пожаловались Бастрыкину, и дело возбудили по новой. Община использует все свои рычаги и влияния, чтобы затравить Наталью Шишкину. Клевещет, обвиняя ее в работе на правительство Кыргызстана, представьте себе. Помните, в 30-х годах прошлого столетия обвинение типа «копал подземный ход в Финляндию». К этому идет. И грядет время троек. Руководитель ФСБ, прокурор и областной глава «Единой России». Представьте себе эту тройку в своей области. Нравится? Симпатичный? Остановлю. Сейчас. Закину вот этот стрим. На самом деле все было неправильно. Это же ужас, правда? Кто-то наших братьев, которые работали в патруле. Получается, этот Булаян, Сырес Булаян тоже пытается донести, как и Руслан Габасов, донести до народа, до всех, до россиян, что мы должны все сплотиться уже, конца до концов. До каких пор мы будем вот это молчать, до каких пор мы будем вот этой херней страдать, бояться друг друга. Даже не можем сказать: давай, брат, я с тобой пойду. Не можем даже сообщить друг другу, не то что, это там, что-то там, выйти там в сторону Кремля, что-то вякнуть. Да мы друг другу даже не можем дать какой-то маячок там, дайте, киньте что-нибудь там. Скрипалей, ё-моё, какой-нибудь там новичка, чтобы этот, как говорится, этот звоночек прозвучал, что вы с нами будете. Вот как народ-то набрать, чтобы на Москву пойти? Всегда я об этом вот задумываюсь, как их набрать, как набрать народ, с кем можно было бы пойти на Москву, чтобы в конце концов уже сделать свои, как говорится, действия. Кстати, добавлю здесь, как раз вспомнил, Грузия. Новости постоянно, да, об этом уже жужжат. Вот, в данный момент вот Грузия. Посмотрим, как это, да, Грузия. А что посмотреть Грузию? Если крайняк, если это сейчас они не добьются по-нормальному, там будет война. Потому что грузины ненавидят узкожопых этих. Я считаю, что я в тот день тоже об этом говорил. Ненависть русне в наших народах еще не пришла. Мы не созрели еще. Точнее, мы-то созрели, вы не созрели. Внутри Башкортостана, Татарстана, там, Чечни, Дагестана нет вот этого, понимаете, видения. В народе, может, внутри есть, но оно, знаете, не до такой степени. Процентная ставка мала. Поэтому постоянно Руслан Габасов говорит о одной херне. Я считаю, это херня, конечно, по сути. Но он говорит об этом по 1000 раз, блядь, в день. 1000 раз в день говорит о том, что... Блядь, в Фейсбуке пишет. О том, что, блядь, нужно, типа, вооружаться. И нужно, как говорится, к чему-то готовиться. К чему готовиться, если народ спит? К чему готовиться? Нет у них вот этой зрелости, что их что-то сделают. Самое интересное, он говорит, что придут убивать нас.
Вот сейчас, говорит, узкая охота идет, как говорится, на иммигрантов, а потом уже, говорит, на башкиртов придет. Вот это нагоняет, пытается намекнуть башкиртам и также татарам, как он говорит, башкиртам должны прийти татары помочь. Или татарам должны, наоборот, башкирты прийти. Я считаю, что Татарстан и Башкортостан, каждый сам должен, как говорится, вставать. Прийти, не надо здесь. Мы так и так через вас пройдем. Если мы с Башкортостана тронемся, мы хоть как через Татарстан пройдем. Если вы там не станете, пизды получите. Не то что, блядь, нахуй. Может, и ляжете там же. Вякать будете против нас со стороны Русни. Шукунганлар. Поэтому я считаю, что, блядь, вот этот момент нужно вам оценивать. Что, блядь, нахуй. Пол Башкортостана тоже состоит из татар. Но за башкортостанских татар, блядь, я сам буду врубаться. Я их нахуй пинком под зад буду вставлять их нахрен. Вот за Татарстан я вот боюсь, блядь. Потому что там до хрена крещенных, блядь, этих ебарей, блядь. Которые 500 лет как закрестили, до сих пор не могут отойти от креста этого. Из-за этого я считаю, что там глобальная проблема будет в Татарстане. Не в Башкортостане. В Башкортостане хуйня это все. Подъем Башкортостана это не проблема. Вот проблема подъема Татарстана, чтобы она на нас не поперла. Вот в этом загвоздка огромная. И когда вот этот Балаян, Габасов, Кашапов, что-то не слышно, ни хера Кашапова, этих всех вместе взятых взять, то давайте вместо Кашапова будем говорить уже вот этого, блин, молодого Руслан Айсин. Уж не молодой, тоже 80-го года, оказывается. Считай, сколько ему? 44, блин. Поэтому я считаю, что, блин, уже хватит, наверное, думаю, блин. Херней мается, блин. Разделять башкиртов, татар, и нужно, наверное, нам конкретно уже сплотиться. Не то, что там башкир-татар, а разделять Дагестан с Чечней подавно. Нам надо все вместе. Всегда уж не добавляю, и Ингушетию не добавляю, черкесов не добавляю. Ну, само собой, это все в одном флаконе. Я их как бы не добавляю, поэтому. Самое, как говорится, главенство в Кавказе это Чечня и Дагестан. Вот, самое мощное, так скажем, мусульманское пространство. Поэтому я в совокупности это сразу в одном флаконе говорю, что это Кавказ. Поэтому я считаю, что если Кавказ пойдет с нижнего фланга, а мы справа, слева, получается, Украина, да, в Москве кранты будут 3 дня. Я же вам говорю, 3 дня. Как раз вот 3 куска, получается, России и Украины, 2 вот эти, и все. Москве капут. А мы не можем вот этого понять. Почему? Потому что все присасанные к нефти, к деньгам, где запашляет Москва, нашим манкуртам. Наши манкурты, получается, сосут. До каких пор? Я один раз говорил, как-то пытался, но до конца, может, не доносил уже, но считайте, еще плюс еще мне YouTube бахнули, да, считайте, уже все улетело там, ничего не докажешь, да, что я говорил. Ну, что-то, может, и здесь оставалось, копировал. И вот, прикиньте, этим манкуртам, да, эти манкурты, которые, вот один день такой разговор вышел, где-то услышал, вот давайте вот этот разговор я раздую теперь. Какого, говорит, хрена вот эти, говорит, манкурт, ну, не манкурт, он говорит, вот эти главы, говорит, не хотят пойти, говорит, за нас, да? Вот кто-то задал вопрос какой-то, вот кто-то задал кому-то вопрос, почему, говорит, не идут вот эти главы сраные за нас? Там, допустим, да, Кадыровы, там, Хабировы в Дагестане и так далее. Все, Минихановы, вот эти все, Буряти. Почему они не хотят за нас-то идти?
Вопрос вот такой был задан. Вот то ли за Татарстан был задан вопрос этот, кому-то был задан вопрос. И вот примерно вот этот вопрос, я где-то что-то говорил об этом. Но меня не так могут понять. Как это было? Примерно по моему мышлению было бы оно так. Допустим. Шанс их не был бы, так скажем, остались бы живых. В первую очередь. Допустим, начнем давайте с Чечни. Кадыров, Дагестан, перейдем давайте Хабирову, снизу, да, весь Кавказ, грубо, потом плавно переходим Уралга, Башкортостан, Татарстан, все главы. Всех собрали, и мы сказали им, короче, туланлар, все мы мусульмане, короче, хотите, вот сейчас мы хотим просто от Москвы отвязаться. Хотите не сдохнуть, просто ультиматумно не сдохнуть, просто хотите не сдохнуть. Они скажут, само собой, у них же бабла нахерачено. Окей, договорились. Короче, вы что напиздили, блядь? Все, возвращайте в Чечню, Дагестан, Башкортостан и в Татарстан. Этот Хабиров с своей ебаной женой армянкой. Все, возвращайте все в казну. Потом оставляйте себе, хуй с ним, оставьте себе что-нибудь там, блядь, Ламборджини, Хуижин, блядь, что-нибудь оставьте себе и в данный момент они должны это сделать, блин. Когда мы будем заходить, чтобы они были за нас, когда мы зайдем. Они против нас. Это ультимативный им, блядь, подход. Короче говоря, вы, ублюдки, если хотите жить, оставляйте вот столько, по тачке взяли и съебались нахуй. Ну, явно у них напизженных денег до хера. Короче, все, съебались. Вас не должно быть нахуй ни в Чечне, ни в Дагестане, ни в Башкортостане, ни в Татарстане не должно быть, когда мы зайдем. Договорились? Договорились нахуй. Если не договорились нахуй, все нахуй, как, блядь, у этого, как таскали мусульмане на нашего, этого, Саддам Хусейна, также будем таскать каждого на лошади нахуй. Или на БМП, блядь. Завязали нахуй за ноги и повезли на Москву, блядь. Всех на площадь, нахуй. И будут ехать они, нахуй, привязанные ногой до площади. В чем мать родила, блядь. И все. Останутся живых, останутся. Нет, значит. Всех, нахуй, погнали. Хабирова, Минниханова, Шаймиева, Кадырова и из Дагестана, нахуй, всех. Вот такой, блядь, ультиматум должен быть для них звучать. Я считаю так, потому что если мы это не сделаем сейчас, этим придуркам, если это мы не выскажем сейчас, я считаю, что они пойдут на нас. Это, конечно, такой выход, наверное, долбоебский. Явно с ними, наверное, они скажут, наверное, ты что, охуел? Да, мы охуевшие. Я вот за себя отвечу, да, мы охуевшие, да, мы это сделаем. Если за мной, со мной, за мной, со мной, рядом со мной, передо мной будут люди. Такого же мнения. Мои братья, так скажем, да? Воины, которые пойдут на Москву. Мы сделаем. Момент. Если мы насчет этого сейчас высказать, и как вы думаете высказать? Я тоже до хрена думаю об этом, как это высказать. Нике постоянно, поэтому я и говорил, Ника, познакомь меня с кем-то, с вышестоящими в Украине. Я даже показав себя, показав, так скажем, паспорта свои, там, все показав им, я выскажу то, что здесь говорил. Даже можешь вот этот эфир ему отправить, допустим, этим людям.
в Украине вышестоящему эшелону, чтобы они связались с Европой и с Америкой. Я это выскажу. Вот такая тема. Если они хотят победить, получается, Москву, значит, пусть они поможет нам, регионам. Другого варианта тут нет вообще. И не должно быть. Искать какие-то помощи в Украину. Только мы вот рядом стоим. Вот именно, да, ты не тусуешься, но вдруг... Вот, поэтому я и говорю, вот как это достучаться до вышестоящих людей, а то все мне, которые я с кем общался, они говорили, да, у меня есть какой-то украинский генерал, и в итоге, короче, все слились. Таки, короче, ни хера не получилось. Тут, во Франции какой-то чувак был, говорят, как бы, то ли бывший генерал, то ли что. Вот такая вот тема. Только с низшими. Ну, мы уж такие же, уж такие смертные, мы смертные. Все мы смертные. И вот, если мы вот эту тему загнали бы, допустим, вот этим манкуртом из наших регионов, начиная с Чечни, да, заканчивая этого, постоянно Алтай говорю, Якутии, вот так, перпендикулярно, как я не знаю, вот так, наискосок. Вот из этих всех регионов, получается, всем сказать, что вы будете жить. Мы вас нахуй не ёбнем. Вы давайте, как говорится, идете сейчас навстречу. Мы заходим. Вы тихо отходите. Кидаете Путина. Грубо говоря, это называется кинуть Путина. Кинуть, блядь, этого Путю. И в итоге, получается, он останется на, как говорится, наших руках. И все, мы дойдем до него. Возьмем мы его. Покажем на весь мир живого, невредимого этого, блядь, мелкого, блин, коротыша. Вытащим из минус 4 этажа, блядь, с этого, с бункера нахрен. Сколько там у него этажей вниз, блядь, неизвестно. 20 или минус 40, блядь. Ну, в итоге мы его вытащим из недр нефти. Может, возле нефти он бултыхается там каждую ночь, блядь. Мы же не знаем. И вот, в итоге, короче говоря, и все. И будь весь мир, блядь, нахуй, спать спокойно вообще, блядь. У каждого своя проблема там начнется в Башкортостане, в Чечне, в Дагестане. Сыр-бор, порядок наводить, блядь. Убирать языковые барьеры. В Чечне, в Башкортостане, Дагестане все будет на наших языках. Убрать этот чертовый русский язык. Вот у нас до хрена проблем, блядь, еще впереди. Чтобы нам разобрать этот весь хлам, нам года еще нужны. Может, даже мы сдохнем, не доделаем, блин. А это все стоит только 3 дня. Решить, может, там месяца уйдут, конечно. А вот пойти, зайти и взять Москву 3 дня. Потому что против нас уже никто не выйдет. Это только обезбашенные, придурочные, какая-то басота нахрен этих узкожопых, чуть-чуть там, и которые останутся, которые реально будут преданные Путину. А остальные все сбегут. Вы просто не понимаете. Даже узкая община, она, когда мы встанем, и они испарятся, блядь. Все маски снимут, съебутся. Ты их не узнаешь. Поэтому они и в масках ходят. Почему они в масках-то ходят? Потому что, блядь, знают, что конец-то, блядь, близок. Все равно их найдут. Примерно так. Так, ладно, Балаян до хрена говорит. Давайте дальше идем. Вот, когда перестанут кошмарить мусульман России, да, в тот день тоже это кто-то что-то. Если раньше мусульмане России были уверены, что посетить в мечети или центр, относящийся к официальному духовному управлению, они застрахованы от произвола силовиков. Ну вот, считайте, в тот день, Хабаровский, да, положили всех мусульман на пол лицом. Круто, я уже где-то об этом уже говорил вроде в другом стриме.
Ну вот представили. Вот так, если всех будут ложить, постоянно чмырить, блин, я не знаю, как можно потом называться, что ты мусульманин. Да, у тебя сабр, у тебя терпение, ты мусульманин, все, ты лев, короче, да? Или львенок, блядь, может ты. Шерхан. Я не могу понять. Поэтому я считаю, что мы не должны смотреть, мы не должны, как говорится, вот этим, так скажем, лицемерием впадаться, в которую, получается, страх, как говорится, наш, да, ведь преодолевает, как говорится, выше нас. Потому что мы, получается, блин, просто не Аллаха боимся, а людей боимся. Вот это удивительная вещь, блин. Итак. На 9 декабря, вот здесь опять эту овцу, короче, да? Ну, зашел Куштау Байрам, продолжим. Назначены новые слушания по апелляционной жалобе издателя Пруфы Рауфы Рахимовой. Как всегда, я про нее, как говорится, не знаю. Ну, примерно предполагаю, если они рулят с русней, и у них новости проходят с русней, получается все, это пиздец. Это не с нашей, как говорится, партии. И потом насчет партии еще одну вещь я услышал, так скажем, один день. То, что хотят, ну, точнее, намекают, что ли. Точнее, не намекают даже, блин, предлагают, что ли, создать какую-то партию. Ну, если помните, этот все буду делать этот Иршад Хаби из Нью-Йорка, я нарыш партийсон. Я сада битнул, я нарыш партия, короче. Партию, да? Какую-то. Вот этим моментом я с теми, кто это обсуждал, я не согласен. Я же не могу в их стрим влезть. Блять, у меня же микрофон. И вот, блять, что я ору, блять. И вот, получается, насчет партии я не согласен. Почему? Ну, так скажем, показывать себя какому-то, ну, партии за свободу Башкортостана или Татарстана или еще каких-то регионов России, чтобы отойти от Москвы и это показывать Европе или Америке, это полное надувательство самого себя. Почему? Потому что это убивание времени, в первую очередь. И в этот момент, пока вы создадите партию, в этот момент уже 1000 раз сдохнет Путин, и 1000 раз уже и навальнисты передохнут, и ваша партия еще до сих пор будет на пути возрождения, как этот Ильшат Хаби назвал, я нарыш. Возрождение. Поэтому он так и сдохнет в своем зародыше, эта партия. Поэтому я считаю, только военным путем 3 дня взять Москву. И потом создавайте хоть что внутри Башкортостана с Татарстаном, допустим, да? Партию, не партию. Главное, не коммунизм. Примерно так. Сейчас вот этот сохраню. Стримчик. Так. И из-за этого я считаю, Туганлар, я не согласен с этой херней. Создание партии, которая как бы, она дает какую-то фигню перед кем? Перед кем это она дает этот... Сейчас, секунду. Перед Европой, перед Америкой нам показывать что-то не нужно. Потому что это получается опять отчетность. Опять то же самое, рак пятится назад, блядь. Опять это отчетность кому-то. Это то же самое вот сейчас в данный момент, если вы видите, наглейший вам пример
того, что Грузия прям в прямом самом своем, блин, так, 6-й, оказывается, это стрим. В прямом своем этом высказывании говорит, что мы не хотим с Россией, мы хотим с Европой. Понимаете? Поэтому я считаю, что вот это высказывание прямолинейное, оно как-то вот, блядь, неуместно. Знаете, вот как-то неуместно. Почему? Потому что прямое какое-то, так скажем, впадание в рабство, то же самое, что Кашапов говорил в свое время, блядь, мы будем с Турцией. Ну, что-то Турция нихуя не хочет помогать, блядь, чтобы русня, блядь, ебанулась и Казань стала свободной. Турция вон, блядь, ебется где-то, блядь, сейчас в Сирии, блядь. Вот она там. Но явно не в Татарстане. И подавно не в Башкортостане. Поэтому я считаю, Тулалар, наша задача, так скажем, допустим, кинуть удочку, но чтобы эту удочку эта рыбка не проглотила. Точнее, вот этот крючок с наживкой. Просто, чтобы оно болталось, но никто его, как говорится, хапнуть не мог. Никакая рыба, так скажем, огромная рыба, подобие Америки, Европы и так далее. Нужно со всеми держать дистанцию. Дистанция – это дает какой-то шанс, что ты можешь варьировать. Туда-сюда, короче, ты можешь играть. А если ты будешь, блядь, все, блядь, лишь бы не в Россию, мы и в Европу хотим. Но это полная, блядь, никчемность, что ты, блядь, слабый. Ну, грубо говоря, ты дерьмо. Понимаете? Вот эта тема, я считаю, ну как-то, блядь, не так звучит. Это представили, в каком понимании я это, в каком флаконе говорю? Я не за один Башкортостан это говорю. Это начиная с Чечни, заканчивая Якутией. Вот за все эти регионы я говорю. Если мы все регионы просто так, блядь, народ встанет и пойдет вот вместе со мной до Москвы, нам ни Европа, ни Америка, ни Африка, ни Китай нахуй не нужен. Вы чё, блядь, до такой степени никчемные, что ли? Это базара нет. Украине нужна была эта помощь, потому что они рядом, блядь, они вон, блин, граничат, эти соседи Европы. Конечно, они должны помочь им. Если мы в жопе сами. А если бы у нас была бы какая-то возможность, допустим, вот как раз-таки Крым, Кавказ, был бы сам независимый, они, само собой, пришли бы помочь против Москвы. Но мы сами в жопе. Теперь представьте, если мы, как говорится, из Башкортостана в ебенях, я где сижу, во Франции, ища Башкортостан от меня минимум 3-4 тысячи километров, блядь, я прошу у Франции помощь, блядь, Башкортостана, но как-то оно не звучит, понимаете? Это же, блядь, нахуй не уважать себя. Чё мы нахуй? Не такие же, что ли, как французы? Мы что, не такие же, как американцы? Такие же мы, такие же. Да, вы можете сказать, Силибит Окшангю, у тебя же денег нету. No money, no funny. Ну, какая разница, блядь? Нету денег. Не в деньгах дело, блядь. Деньги внутри Башкортостана с Татарстаном. Также в Чечне и в Дагестане. Деньги наши там. Поэтому я считаю, захват любой, даже вот в сказках, да, вот, допустим, идет королевская, как это, так скажем, знать, да, и его грабит какой-то Робин Гуд или кто-то грабит, да, допустим. У него тоже денег же нету. Деньги-то у них, понимаете, там, во власти. Нахуя, блядь, нам, которые хотят, блядь, ёбнуть нахуй Москву, нам деньги. Да, вы скажете, на оружие надо, само собой.
Постоянно я об этом и говорю. Инвесторы нужны нам. Нам нужны свои инвесторы, которые нам для начала даст оружие. Понимаете? Вы думаете, что сейчас вот эти какие-то так называемые всем миром террористы, которые пошли на Идлиб, на этот ебаный нахуй Асаду в жопу отыметь, грубо говоря, я рад за это. То, что они такой движняк сделали. Это как раз таки, блядь, помощь, имейте в виду, ни из откуда. Нежданная помощь от Аллаха. Тот же момент это реакция Украине. Реакция нам, всем. Это помощь, понимаете? Ниоткуда. Неожиданно, негаданно. Вот у них, думаете, что, оружие есть, что ли? Они тоже где-то раздобыли оружие. Живут, блядь, в палатках всю жизнь. 10 лет они прожили в палатках и пошли войной, блядь, на Асада, блядь. У них откуда оружие? Там на месте они захватили все, забрали у русских оружие. Это я не пизжу. Все радио об этом говорят. Новости. Поэтому все оружие внутри. Нам нужны люди, которые не боятся сдохнуть за Башкортостан, за Татарстан. Не говорю даже за Чечню и Дагестан. Они уже воевали. Вот мы еще нихуя не воевали. Мы пока в памперсах. Обоссанных. Поэтому, чтобы у нас памперсы высохли, надо сходить на Москву. Ёбнуть Москву, и у нас будут золотые памперсы и яйца. Вдобавок. Вот. Из-за этого я считаю, что переоценка, так скажем, блядь, себя, так скажем, блядь, чмырить себя, блядь, преждевременно, нахуй, закапывать себя, нахуй, в песок, блядь, как страус голову, блядь, я думаю, не стоит. Потому что если наш народ, да, так скажем, манкуртский ебанутый народ идет умирать, блядь, в Украину, я думаю, блядь, нахуй, вот у таких долбоебов есть же, наверное, какой-то дух. У них же какой-то дух есть, хоть и ебанутые в войну идут. Значит, получается, если у них есть, а у нас, значит, его, блядь, 2-3 раза больше должно быть. Мы что, хуже этих манкуртов, что ли? Я считаю, я нет, я не хуже. Мне похуй. Я, как говорится, блядь, против Москвы, значит. Я не хочу с Москвой жить. Значит, вот как грузины говорят, мы не хотим с Москвой. Значит, нам нахуй бояться их. Смысл их бояться вообще не могу понять. Кто они нахуй? Такие же люди. Просто, блядь, нахуй захватили власть. Такие же. Ноги, руки есть, такие же ублюдки. Которые, как говорится, в мир приходят вроде бы нормальными, а потом становятся, блядь, каким-то, блядь, нахуй шайтанами. Вот и все. Из-за этого я считаю, до, я не знаю, сроки я не могу поставить, нахуй, хотя бы, блядь, нахуй, до 2026 года нам надо собраться. 30-й я даже не говорю, блядь. Вот туда-сюда полгода, год нам надо собраться. И разъебать эту Москву, понимаете? Тянуть резину, я считаю, не стоит, блядь. Нахуй кота за яйца, блядь, если так и так, нахуй, эти яйца уже, все, стухли уже давно, блядь. Из-за этого мы должны сейчас конкретно концентрацию сделать, создать 30 и 50 лет мужиков по сбору их. И как их, куда их выдвигать. Вот наша задача. Вот об этом надо думать. А Габасовы и все другие о чем-то говорят, не о понятном, блядь, вещах они говорят, блядь. Понимаете, вот сколько я их слушаю, да, блядь, потом не говорили, чтобы я их слушаю, блядь. Я их, блядь, хоть и не люблю, слушаю, чтобы, блядь, понять, что они говорят, блядь. Но у них мысль только такая, что внутри. Но ихняя внутренность мне не катит. У них нету походов на Москву. Вот ни у одного нету поход на Москву. А я изначально только поход на Москву. Я только такой тактикой выходил. И Кашаповым это говорил, и всем другим. Только, блядь,
Москва должна быть нахуй уничтожена. Все. Другого никакого, блядь, варианта нету здесь. Примерно так. Вот что тут говорят. Мэр Нижнекамска, единорос Муллин, сообщил, что надо просить Бога давать снег дозированно, больше молиться, меньше грешить, иначе зимой с уборкой города будут проблемы. Что за хуйня? Вот, видите как? Люди в свое время в Казахстане делали огромный дуа, чтобы дождь дал Аллах. И, надеюсь, в то время дал им дождь Аллах. Этот придурок говорит, меньше снега давал, чтобы не чистить дворы в Казани. Ну, люди рехнулись, да ведь? Люди реально рехнулись. Нет сказать, что мы манкурты, просить у Аллаха, чтобы мы вышли из этого манкуртства и не шли в Украину убивать и умирать. Нет, он говорит, просит снега меньше было. Кому чё? А лысому расческа. Получается, эти придурки никак не насытятся своим воровством, и получается тут еще снег виноват. Вот это в ТикТоке всякая хрень лезет постоянно. Музыка прилипает, блин. Сегодня Всевышний порадовал первым снегом, благо мы, по крайней мере, город чистый, но как дальше будет, конечно, будет зависеть от того, какой объем снега будет падать. Если это будет как в прошлом году, будет достаточно сложно. Поэтому будем молить Всевышнего, чтобы он снег давал нам дозированно. Поэтому молим Всевышнего, вот Хазрат и батюшка здесь, меньше грешить, больше просить, как говорится, и больше благодарить Всевышнего за то, что он нам дает. Благо, при всей этой сложности мы не должны забывать, что мы живем в непростое время. Если телевизор сегодня открыть, если новостной блог открыть, тектонические изменения в геополитике идет. Чё открыть телевизор? В Русне телевизор вообще нельзя открывать. Вот здесь один как чувак. Есть рабочие, есть буржуи, неважно национальность и религия. Артем Калинин. Артем, знаешь, буржуи и рабочие не в этом суть. Есть Москва, есть регионы. Вот примерно вот так, если ты, как говорится, будешь высказываться, более-менее можно будет, как говорится, услышать твои мысли. Так сказать. А так нет. Как сказать тебе? Именно в данный момент вот это насчет нации, насчет русни, оно, как вам сказать, как и с Гитлером. Понимаете смысл? Пока вот эта ниша вот этих ублюдков из Москвы, из московских болот этих, блядь, не исчезнут, Россия, как говорится, не будет свободной, Россия не будет, как говорится, процветать и так далее. Не то слово даже... Я сейчас уже как бы России говорю. Регионы не отделятся. Если регионы, как говорится, от этой России не отделятся, пизда всему. Потому что, так скажем, блядь, смена аппарата и так далее. Как ты говоришь там насчет национальности. Да. Ничего, как говорится, реакции не даст. Почему? Потому что русня решила насчет своей нации превзойти другие нации. Поэтому мы искоренить должны это. Это неправильно. Это та система, как в свое время евреи, да и сейчас то же самое, хотят белой костью быть. Евреи белая кровь или белая кость, или как их называют. Белая кость, короче. Евреи. Они думают, всем миром, получается, они, как бы говорится, хотят владеть. Но ни хера. И тут, получается, на них выходит русня. И пытается русня такую же тему загонять.
Что-то не сходится, блин. Нам такая тема не нужна. Поэтому есть черные, есть узкоглазые, есть башкортлар, есть татарлар, Китай. Есть разные народы. Поэтому превзойти кого-то, блин, я думаю, это не дело. Поэтому насчет нации, именно русни, мы должны, как говорится, покончить. Вот и все. Потому что в каждой нации есть свои нацисты. Базара нет. Но именно в Русне до такой степени кровь испортилась, что они со времен Ивана Грозного такой херней страдают. Что-то не до хрена ли 500 лет, блин. Было бы ладно, блядь, коммунизм только такой был бы. Да 500 лет это. Это до хрена. С 1552 года, блядь, Казань пала. С тех пор эта херня происходит. Базара нет. Если бы принудительные крещения не были бы еще вдобавок сюда. Принудительные крещения – это тоже один ход нацизма. Превзойти себя. Нахрена мусульманам, татарам в Казани нужен был этот крест, блядь? Нахрена? В Башкортостане эти кресты нам. Вот в чем прикол. Поэтому рано или поздно не российские мусульмане, а азиатские мусульмане придут и возьмут все, как говорится, земли России. Если не мы, то они. И везде будет ислам. Проблем насчет этого нету. Я насчет этого даже не зарекаться не буду, задумываться даже не буду. Это, как говорится, все от Аллаха. А пока, как говорится, мы хотя бы должны до этого перебороть эту Москву и создать свои республики. Башкортостан и Татарстан, Чечня, Дагестан, Ичкерия и так далее. Вот так. А так, вот этот процесс, раздувая, давайте дальше скажу, именно процесс именно вот этого нацизма, я всегда в других эфирах тоже говорил, теперь после того еще закрытия Ютуба буду постоянно, наверное, вспоминать, чтобы заново напоминать людям. Нацизм я увидел в армии. 2 года армии, Хабаровские, Уссурийские. Нацизм, он был такой непонятный в то время. То ли я сопляк был непонятный тоже, 19 лет, хули. Откуда я что знаю-то, блядь? И получается, вот этот нацизм, я-то нацизм видел уже в Башкортостане со стороны татар, когда они мне орали то, что я там какой-то, блядь, приезжий. А в армии я понял это уже со стороны этих узкожопых. Не говоря еще по мелочи, если вспоминать, в Уфе, когда я учился в училище, там какие разъебы были, постоянные драки с этими. Именно в училище уже шли драки с узкожопами. Саулов, нахуй, понаедут, блядь, нахуй, и хуйней маются. Узкожопые явно. А кто его знает? Может, они и украинцами были. Хуй его, что за нация, блядь. Может, марийцы были. Может, они, блядь, чуваши были. Хуй его знает. Ну, самое главное, они были не татары, не башкирты. Ну, явно, блядь, узкожопые имена были. После этого можно понимать, что, блядь, нахуй, вот это нацизм, значит, мне, да, ведь уже, мне, да, конкретно с 13 лет, нахуй, он уже в печенке сидит, блядь. 13 лет. А меня хазар утастугас. Значит, получается, 26 лет я, блядь, в этом нацизме, блядь. А народ, который в Башкортостане, в Татарстане родился, живет там уже, блядь, по 100 лет, этого не может понять. Вот это что меня убивает, блядь. Хуй с ним, я там родом с Узбекистана. У нас такого нацизма у нас там нету. И не было никогда. Что ты нахуй тебя чмырят там за человека не считают. Это только нахуй. Вон, я увидел это в Башкортостане.
И потом в армии. Не говоря потом уже, блядь, дальше уже по гражданке, блядь, Москва и дороги до Москвы, так скажем. Жизнь, так скажем, российская. Поэтому, так скажем, не соглашусь, наверное, когда говорят, что тут русские не все плохие, туда-сюда. Нет, нихуя. Я могу только одно сказать. Вот этим, блядь, которые не хотят признавать, что русские вот такие нацисты, ну, так скажем, псевдо-хорошие русские. Тогда я вам могу сказать одну вещь. У нас это резко пресекалось. Мне любой может это, блядь, предъявить, и, точнее, вам сказать, доказать мои доводы, да, донести, вам любой мне скажет. Допустим, я по одной крови узбек. В Узбекистане, если, допустим, ты начинаешь кого-то чмырить, вот любой мне это может сказать, в Казахстане то же самое. Если я кого-то начинаю чмырить, допустим, в обществе, кто-то из них выйдет, скажет, да хватит его нахуй, не трогай, блядь. У нас так принято. А в Русне нет этого принятия. Оставь его, нихуя. В Русне до конца били и бьют, блядь. До конца убивают, блядь. Потому что маньячелы, блядь. И в Русне нету, блядь, нахуй такого выражения. Блядь, брат, оставь его. Нихуя. Добивает до конца. И добивали нахуй. Вот в чем прикол. Вот в чем различие, блядь. А когда говорят мне про нацизм и нет нацизма в Русне, точнее, блядь, не все такие. Но если не все такие, тогда вот этот не все такой, ты, допустим, вот этот, допустим, Артем Калинин, который мне сейчас написал, тогда ты должен сказать вот этой Русне, что, блядь, нахуй ты этого татарина там, или башкирта, или узбека ты трогаешь. Вот эти, узкая община, в чем проблема? Почему против узкой общины не вышла тогда другая узкая стратегия? Общины нельзя их назвать. Просто другие узкие, которые, блядь, нахуй выгонят этих гондонов в масках. Вот в чем прикол, блядь. Сопоставляя последнее какое-то интервью с одним узкожопым Габасова, мужик, который, блядь, всю жизнь родился, прожил, 2-3 поколения, говорит, я из Башкортостана, со Стерлитамака, притом, блядь, с моей родины бабушки. Башкорт, ненемне, родина сана, Стерлитамактан, этот узкожопый говорит, что я не знаю, я типа не при делах, политика, вся хуйня, а хуль ты пришел воевать сюда тогда, убивать украинцев? Габасов говорит ему. И вот после этого и думайте. Вот в чем прикол тогда? Почему тогда, блядь, нахуй, эти хорошие, так скажем, в кавычках, узкожопые не выйдут в Уфе и скажут, давайте нахуй, разбежались, блядь. Эти наши братья башкирты, мы всю жизнь жили 100-200 лет, нахуя вы трогаете этих башкиртов вообще? В Татарстане то же самое. Где вы? Вот предъявите, вот так скажите. Нихуя. Поэтому у узбеков есть такое выражение. Кутыня жауабир. Нас за свою жопу научись отвечать. Если мы за свою жопу не учили бы, точнее нас с детства не учили бы отвечать, мы, я не знаю, блядь, мы, наверное, вот до этих времен не дожили бы, наверное. Мы вон там сгнили бы сейчас в окопах, наверное, в Украине. Поэтому за свою жопу надо отвечать. Хоть ты узкожопый, хоть ты нахуй мариец, хоть ты удмурт, разницы нету, хоть кто ты. Чечен, Дагестан, понятно это. Ну, за свою жопу давайте отвечать. Допустим, были бы такие, короче, наемники, мои личные наемники, в Башкортостане, в Татарстане, которые каждый день мочили бы узкожопых. В масках то же самое. Каждый день, блядь. Что вы сказали бы? Блядь, башкортлар, татарлар, пиздец нацисты, да? Так сказали бы, наверное, узкожопые.
каждый день в Башкортостане и в Татарстане начнут мочить, допустим, узкожопа. Каждый день нахуй. Избивать и хуярить всех. И мочить конкретно, блядь. И кто тут будет нацистом? Понимаете смысл? Не говоря о том, что в прошлом, в диких временах, когда наших башкиртов сжигали, блядь, деревнями. Где тут нацизм, блядь? Поэтому я же говорю, блядь, с любым нахуй на дебаты выйду, блядь. С любым, блядь. Я пока себя не показываю, потому что есть свои нюансы, не показываю, блядь. Мне говорили, покажешь себя, выйдем на дебат. Окей, я покажу себя рано или поздно. Выйдем на дебат с любым нахуй. И каждый будет отвечать за свою нацию и за свою жопу. Договорились, да? Вот примерно вот такой будет у нас дебат. Поэтому я говорю, блядь, за Башкортостан и Татарстан я, как говорится, буду долбить нахуй всех, блядь. Потому что это моя последняя родина, так скажем, блядь. У меня больше нету. Я переехал с Узбекистана в Башкортостан на родину моих других, так скажем, одной нации предков. Двух наций предков переехал. Башкиртов и татар. Узбекская нация там, в Узбекистане осталась. Окей, там они. В тылу. А у нас сейчас здесь будет война. Поэтому Башкортостандан, Татарстандан, которые родились там, вы, башкиртами, татарами, чистокровные, щи татарлар, щи башкиртлар, пешмаган, так скажем, как я, не из трех кровей, блядь, чистоганские. Вам время, наверное, вставать, блядь. Какого хрена мы должны вас поднимать, блядь? Вы, наоборот, нас должны поднять. Ты приезжий, допустим, мне предъявите, скажите, ты же приезжий, давай вставай нам, помогай нахуй. А я, наоборот, вас хочу поднять, блядь. Вот идиотизм, вам не кажется, блядь? Порой, блядь, у меня вот эти мысли возникают, блядь. Но я себя так не считаю. Я местный, мен Башкортостандан идем. Но мына шу власть белән яшисем килмәгәч, мин чыгып киттем бит инде. Туйдым мен, блядь. Шундый гомерне үткәзергә, шундый хайванлар белән яшәргә. Исходя от этого, я думаю, что Башкортостан и Татарстанда бар малайлар, которые услышат меня и пойдут с нами. Я в этом вообще не сомневаюсь. Есть. Но чтобы они пошли, надо распространять больше и больше, чтобы дошло до них. Может, они, как говорится, еще не вкурили, может, они еще не поняли, не услышали правильные какие-то действия, какие-то мысли. Потому что я тоже не услышал от тех, которые долбят про свободу Башкортостана и Татарстана, о том, что есть возможность пойти на Москву. Я еще ни одного не услышал. А эта возможность всегда есть. Всегда. А порой почему, знаете, нет разговоров, речи? А потому что музыка цепляется. Народ смотрит, да, я сейчас посмотрю, скажу, сколько человек уже просмотрело. Третий стрим, больше, наверное, людям подошел. 10 минут стрима третьего. 57 человек уже просмотрело в ТикТоке. 57 человек. Сейчас в Ютубе у меня 28 человек сидит. Первый стрим 12, второй 7, потом четвертый уже 17 человек просмотрело, пятый 23,
6-й 12 и 7-й 3 человека уже смотрят. Примерно так. Я как бы им тоже про это сказал, то, что я вот так буду закидывать, и как бы и им тоже удобно, считай, целыми часами я его не выкачу, блядь, в ТикТоке, так, не выкачаешь. Рахмат енді туғанларға. Ну, тут 100% только Казахстан смотрит. Поэтому Казахстанға, как говорится, мың шүкірлер болсын. Қазақстандағы халық, әймі, как сказать, бізге нық, как говорится, ябырылып бізге ярдәм бирәсе бар. Килә, ярдәм бирәсе килә, ярдәм бирәді. Просто, понимаете, Башкортостан һәм Татарстан должен сам встать. Они же за нас не могут зайти с другого региона и помогать, понимаете, точнее, вообще с другой страны, грубо говоря. Это будет вообще мировая война. Поэтому нам надо решить это внутренне, тихо, мирно, так скажем, да, даже, понимаете, когда я говорю за 3 дня, реально можно тихо, мирно это решить, просто тупо, блин, всем народом встать и, говорится, дойти до Москвы, да и все. Здесь никто даже не пикнет даже. Вот я вам гарантию дам. Ни Америка, ни Европа ничего не скажет. Да, потому что они заебутся нам что-то говорить, понимаете? Вот я из-за этого я порой, вот сейчас чуть-чуть отошел от темы, да, ведь потом дальше будем читать новости, просто порой от себя, блядь, где мой микрофон, блядь, сука, забываю, микрофон же надо. И вот порой от моментами поражаясь над тем, что весь народ, который живет в России, не может понять, что они могут сами себе, как говорится, отвечать. За них, думает, кто-то будет отвечать. Вот этот самый переломный момент людей, что за вас, я херею просто, отвечать никто не должен и, как говорится, не обязан. Вы сами себе должны отвечать. Почему вы сами себе не отвечаете, вот это меня и накаляет. Вы думаете, что вот над вами какой-то хозяин, и он должен постоянно что-то решать. А вы что, когда-нибудь будете решать что-нибудь? Нахрена вы тогда родились на землю-то? По 50-100 лет живете, и, блин, за эти 50 лет не можете понять, за что вы отвечаете, или кто за вас отвечает? Я вот это не могу понять, блин. Вот ты, получается, вот в 1 класс, грубо говоря, пошел, потом ты пошел в армию, вот грубо даже, пусть даже с армией будем считать там, а так вообще уже с 10 лет можно считать, ты должен за себя отвечать, а не то, что за тебя кто-то должен решать. Путин или там Медведев или Лавров, кто за тебя будет решать, я не могу понять. Вот это перекладывание ответственности и есть, получается, наша незрелость к тому, что мы можем все вместе собраться и ёбнуть Москву. Почему вот этого мы не можем сделать? Потом иногда, когда мне говорят, почему на русском говоришь, я уже на русском говорю, потому что стараюсь поднять весь народ, так скажем, России, да, пытаюсь и так, и сяк говорить, и татарчада сулимбитинда. Ну, склоняюсь, чтобы братья буряты, якуты тоже услышали, да, меня, они же явно уж татарский не знают. Не говоря о том, что украинцы. Поэтому я считаю, что задача Украины в первую очередь это победа. Победа Украины будет, как говорится, решением уже для Грузии. Вторая сейчас вот волна идет Грузия, а потом уже наша. Потому что наше, оно как бы еще не начато даже, блядь. У нас нету даже каких-то стычек, блядь, чтобы что-то было. Мы же даже как Грузия не можем выйти, блядь, я же говорю, с вилами, блядь. С вилами даже не можем выйти, просто, блядь, петардами накидать нахуй на ОМОН, блядь. Мы не можем. Потому что Грузия это независимая. А мы зависимые, сука, от этой Москвы. Вот это наш косяк, огромный косяк.
А во всем этом косяке наш страх. Наш страх – это наш косяк. Понимаете? Так. Что-то новое есть или нет сейчас? По новостям что-то вот 2 декабря и что-то в Куштау больно новостей не накидали. Давайте сейчас прочитаем что-нибудь. Опять, наверное, письмо чье-то или его это, кажется, его. Давайте вот прочитаем слова. Тот самый из башкиртов, ну, Руслана Габбасова. Рабы однажды утром проснулись в своих камерах, где они жили, и поняли, что никого нет. Нет хозяев, которые многие годы владели ими, приказывали, наказывали, продавали и даже убивали. Нет и злых охранников, которые за любую провинность готовы были исполосовать все тело кнутами. Стояла полная тишина. Главные ворота поместья, где они жили и работали всю свою жизнь, стояли открытыми. Можно было шагнуть за ворота, и ты не услышишь громкий окрик охранника, который возвращал бы тебя опять в рабство. Вот она, долгожданная свобода, о которой все так долго мечтали. Сделай шаг, и ты свободный человек. Надо указать одну особенность этого рабства. Все рабы были привязаны между собой одной длинной цепью, которая соединяла всех со всеми. И разорвать эту цепь было невозможно в тех условиях, в которых они находились. А так как длинная, тонкая и крепкая цепь была одна на всех, то уйти отдельно не получалось. Либо все вместе, либо никто. И тут между рабами возник спор. Одни привязывали всех немедленно покинуть поместье, призывали всех немедленно покинуть поместье и покончить наконец с этим многолетним рабством. Другие начали утверждать, что они не знают, что их ждет за границами поместья, смогут ли они выжить, смогут ли скинуть эту цепь. Блять, пиздец, откуда он нахуй? Сука, мои мысли, блять. И главное, тут в рабстве их никак кормили, давали 3 раза в день похлебку, раз в год давали новую робу, стригли и еженедельно водили в баню. Я от себя добавлю уж. И ежедневно сували швабру в жопу. Будет ли все это на свободе? Конечно, на свободе швабры не будет. Задавались вопросом несмелые рабы. Как мы сами себя прокормим? Способны ли мы на это? Самые трусливые, в основном это были те рабы, которые были задействованы на самых легких работах. Начали убеждать остальных, что надо остаться. Ну, те, наверное, которые на легких, они, наверное, только сосали. А чё, блядь? Сосали у кого-то, у хозяина на легкой работе. А другие въебывали. Да, бьют. Да, бьют, да, издеваются и даже иногда убивают. Но есть уверенность в завтрашнем дне, что будем сыты, обуты, одеты и будет крыша над головой. И тут только 2 варианта. Либо те рабы, которые желают свободы, проявлять твердость и, если надо, силу по отношению к тем, кто проявляет слабость, нерешительность, откровенное предательство по отношению ко всем, либо пойти на поводу у трусливых рабов, закончить свою жизнь в неволе. Что делать? Вопрос. И тут, прерывая свой рассказ, я переношу вас в сегодняшнюю действительность. Смелые рабы это те, башкиры опять он пишет, башкиртлар, кто говорит об открывающемся окне возможности перед их народом. Возможно, наконец-то наш народ сможет стать свободным от этой многовековой империи и сам начнет решать свою судьбу. Возможно, осуществится мечта их предков, которые воевали и умирали с мыслями о свободе. Но есть другие башкиртлар, которые боятся даже подумать о возможности жить независимо. Секунду. Дочитаем сейчас. Так, это стрим 9. Интересный рассказ, да?
Ну, в ТикТоке везде Украина. Волга Украина. Но есть другие башкиры, которые боятся даже подумать о возможности жить независимо. Их пугают такие слова, как свобода и независимость. Поэтому они готовы дальше жить в этой империи, готовы и дальше подчиняться Москве и соглашаться на роль колонии. Они готовы и дальше ассимилироваться. Главное, что это происходит не быстро, а медленно. Да, пока они говорят на башкирском, хотя уже их язык низведен до уровня второсортного. Да, еще пока есть Республика Башкортостан, но она не своя. Давно. Все, что в ней есть, все принадлежит Москве. Да, вроде башкортлар живут в Башкортостане, но они не выбирают, как им жить. Им указывают и приказывают. И у нас, как у тех рабов, стоит вопрос, кто из нас победит? Башкортлар, который не мыслит себя без своего хозяина из Москвы, или башкортлар, жаждущий свободы? Конечно, победа будет за нами. Поэтому, туганлар, блядь, прям почти что об этом же я вам говорил только что, блядь, охуеваю. Откуда эти такие рассказы он вытаскивает, этот Руслан? Значит, мышление наше одинаковое. Главное, озатлык. Безге керек озатлык. Башкортлар һәм татарлар озат булырга тиешләр. Иң моны бұл рассказында меня впечатляющее осталось такое выражение, наверное, рабы и цепи. Цепи и рабы. Да, Аллаха шукр, мы выбрались от этих цепей, и вот мы пытаемся, как говорится, вам помочь, чтобы вы тоже сорвали эти ебаные цепи, кандалы, в которых, как говорится, вы сидите сейчас из-за этой русни, и поняли, что только в свободном положении любой человек может, как говорится, достигать своих целей. Только в свободном. Если вы, как говорится, можете ездить, уезжать, приезжать, и вас никто не будет из-за каких-то глупостей, из-за каких-то слов, блядь, сажать в тюрьму и жить спокойно, я думаю, для этого нужно бороться. Это свобода. Вот это и есть свобода, где мозг вам никто не выносит просто так. За то, что ты там, блядь, нахуй ёбнул какую-то тему, что, блядь, в Украине война, а не СВО или что-то в этом роде. Тебя начинают сажать на 10 лет, нахуй, как вот недавно, блядь, одного старика посадили, депутата, короче, одного. 7 лет, потом еще 3, блядь, или 5, нахуй. В итоге сколько у него, 10 или сколько там, блядь, получилось, или 20. Хз, блядь. Вот, поэтому... самое печальное, то, что здесь творится, именно вот эти манкурты, как описывается как раз в этом каком-то выдуманном рассказе Габбасова, ну, интересный рассказ, да, ведь, что цепь, да, ведь, и рабы находятся в каком-то, получается, блядь, поместье или где-то в этом роде. Но мы-то находимся, точнее, вы находитесь в Башкортостане, на своей родине. Понимаете? И быть рабами в 21 веке, я думаю, это стыд, блядь. Это позор. Если даже уже Европа и Америка свои колонии уже как бы отпустила. А в Русне, в этой сраной империи, никак не может это, как говорится, закончиться. Почему? Потому что есть самая большая проблема, это коррупция. Коррупция, которая построена, блядь, нахуй, все мне, вам нихуя. Вот примерно такая коррупция, блядь. Если мы говорим, что в Европе и в Америке нет коррупции, там тоже есть. Но они умеют делиться. Я когда-то уже об этом говорил, блядь. Если эта пидорасия умела бы делиться правильно со всеми, нихуя не было бы этого. Никто не хотел бы независимости. Об этом даже речи не было бы, я вам говорю, блядь. Потому что, когда народ сытый, у него ничего, как говорится, не горит. А вот когда народ еще долбит узкими общинами, лесными человеками, всякими блядями, блядь, нахуй, с Москвы, плюс еще добавок, нахуй, нищета, еще добавок издевки, нацизм добавок.
Но в этот момент, конечно, подобие нас люди, которые уважают свою нацию, должны выступать. Мы должны, как говорится, это сказать, это наш долг. И не то, что сказать, мы должны это выполнить, избавиться, как говорится, от этого рабства. Другого у нас уже нету варианта. Даже вот русня сама, так скажем, в кавычках какие-то, блядь, хорошие, я не могу уже повторять это хорошие, мы видели хорошие русские, это навальнисты сраные, блядь. Ну, так скажем, блядь, люди. Давайте будем их называть людьми. Все-таки мы же все люди. Вот эти люди, так скажем, в кавычках, должны понимать, что ты, допустим, вот лично ты не можешь башкиртов и татар держать всю жизнь в рабстве. Ты должен это осознавать. И тем самым ты должен, обязан поднять свой народ против этого ебаного Путина. Не быть навальнистами, имперцами, подобие Ходорковского и Каца, а именно другим течением, который реально может, как говорится, в своем, как говорится, маленьком московском болоте жить спокойно. И мозга не делать нахуй ни Татарстану, ни Ичкерии, ни ебенях, блядь, Якутии. Поэтому я считаю, блядь, это осознание только может прийти тем людям, которые, как говорится, сыты тем, чем Аллах нас наделяет каждый день. Куском хлеба и, как говорится, может мясо, так скажем. Поэтому, если мы будем даже какое-то обсуждение вести в Башкортостане, в Татарстане с русней, вот примерно вот такая тематика будет у нас. Тематика именно вот этого человеческого образа. Если у этой русни в Башкортостане, в Татарстане будет такой же дикий образ, как у этой узкой сраной общины, но мы с такими общий язык не найдем сразу, я говорю. Кисер башка сразу будет нахуй. Потому что церемониться мы не будем с такими. Сразу нахуй в торфяники вас отправим, ебеням. В Рязань нахуй, как Алсынов сказал. Поэтому, грубо говоря, в идеале в Башкортостане и в Татарстане должна остаться такая категория людей, которая реально будет трудиться. Я даже не говорю любить, не любить, нахуй их не любовь. Трудиться для этого общества. Плюс для себя. Вот такой народ пусть живет. Мы же, как говорится, не маньяки, как эти московские нахуй. Понимаете? Но, как вам сказать, вот подобие Америки, Европы, в Башкортостане, в Татарстане у нас не будет. У нас будет, как говорится, исламская страна. И в Башкортостане, и в Татарстане, само собой, в Ичкерии и в Дагестане будет ислам. И как раз переходя на другую тему, вспомнил одну тему насчет ислама, и сегодня как раз про это пиздели на дожде. Они же как бы берут такие ебанутые темы. И вот эту ебанутую тему я услышал сегодня вроде на дожде. Там говорится, что в Дагестане и вообще в России какая-то хуйня пошла, то что, блядь, дождь пошел даже. С 13 лет, там, с 10 лет, нахуй, начали замуж выдавать, блядь. То ли, блядь, с 15 лет, нахуй. Эта хуйня творится, оказывается, в Дагестане. Окей. Если это творится такая хуйня, на самом деле это хуйня, по исламу, не по исламу, вообще. Ну, представьте, блядь, у тебя есть дочь, блядь. Вот 15 лет, блядь. Как ты можешь отдать, блядь, 47-летнему, нахуй, там говорится, 17 лет, и 47-летний женился, блядь. 30 лет разницы, ёбаный в рот, блядь. Ну это же нахуй перебор, я думаю. Это перебор, блядь. Базара нет, если бы эта девушка была бы, допустим, сейчас вырублю. Допустим, эта девушка была бы эта девушка, если... Окей, потом этот сейчас сделаю.
пока мысль не улетела. Эта девушка была бы, допустим, 20-25 лет, разведенная, или уже как-то никак был, не сошлись, развелись и что-то в этом роде. Там, хоть и без детей. Потом уже вышла бы за 47-летнего, хоть за 60-летнего, хуй с ним скажешь, блядь. Ну, блядь, не с 10 же до 17 лет брать кого-то, блядь. Это что за нахуй, блядь? Башкортостан, Татарстанда такая хуйня не будет котироваться. Если на Кавказе такая хуйня будет, это хрен с ними, блядь. Нам похуй, блядь, насчет такой. Мы, как говорится, в чужой монастырь лезть не будем. Но за Башкортостан и Татарстан я буду отвечать. Такую хуйню мы не дадим, блядь. Это полнейший, блядь, нахуй маразм. Потому что Мухаммад Пайгамбарымыз, если даже брал, точнее, давал согласие на такое, он их, блядь, явно уж, блядь, не шпилил, мягко скажу. Аузубилля. С 10 лет, если даже он брал, точнее, кто-то в его аудитории кто-то брал, а они эту девочку растили. Понимаете? До нормального возраста, блядь. А не, блядь, шпилить ее нахуй с 10 лет. Конечно, утрируется. Конечно, это дождь, блядь, утрирует такую хуйню. По крайней мере, блядь, это даже утрировать не надо. Это, сука, блядь, в Афганистане есть. Это уже 1000 раз это доказано. Но Башкортостан и Татарстан, вот это дерьмо не должно быть. Ебать, блядь, девочек с 10 лет до, блядь, грубо говоря, хуй с ним, до 15 лет, это перебор, блядь. Это перебор. Это, я не знаю, блядь, вот, ну, блядь, как сказать это, блядь. Ну, реально, как они говорят, за организм, туда, даже не в организме, блядь, тут дело. Не в организме тут дело, а в самом моральном, блядь, низости, блядь, людей. Это показывает, что мусульмане перед вот этими даже крестоносцами опущенные, блядь, что, блядь, ебут, уж грубо скажу, с 10 лет до, грубо, до 17 лет девочек. Ну это пиздец, блядь, это пиздец, блядь. Что у тебя до такой степени стояк, что ли, блядь, что ты, блядь, насилуешь, грубо говоря, вот таких? Нахуя тебе такие дети? Найди себе, блядь, подобных, блядь, приближенных возраста, блядь. Вот так вот. Вот эта тема, блядь, я охуел, когда это вот. Хорошо, я сейчас вспомнил это. Ну, это ни в какие рамки не влазит, Туанлар, блядь. Обижайтесь, не обижайтесь, но это позор, блядь. Это позор, блядь, нашему исламу. Почему? Потому что, как сказать, вот в постель тащить, там не сказано. Хоть треснитесь нахрен, не сказано. Там с 10 лет берется на попечительство, на воспитание. Там вот так. Как дочь свою берешь. Потом как-то дальше. Ну, блядь, сука, не 30 лет разница, блядь. Охуеть. И эта херня, могу точно сказать, в Башкортостане тоже есть такая хуйня. У кого есть? Это вот у этих сектантов есть, блядь, которых я как бы не перевариваю, блядь. У этих, блядь, хоть и мне их жалко, девчонок посадили, допустим, да? И вот этих Хизбут Тахри и всякие нахуй, еще всякая, блядь, это хуетация, которые, блядь, себя возомнили какими-то, блядь, сектами, нахуй. И получается, блядь, они, получается, ну, так скажем, себя отводят от нас, от обычных мусульман, которые просто следуют по Корану, и себя как бы больше нас ставят, блядь, что ли, или у них круче, блин, получается Коран, что ли,
Что-то в этом роде. Вот у этих уебков есть такие замашки. Того брать, этого не брать, это харам, это не харам, блядь. Нет, эта хуйня нам не должна заходить. Вот это дерьмо из этих течений не должно нам заходить. У нас одно течение, Ахлю Сунна, и все. Нам не нужны вот эти какие-то надуманные, блядь, исламские течения, которые, блядь, все равно в оконцовке, блядь, припретесь в наш Ахлю Сунна. Или, так скажем, на пороге джаханнама будете, потому что гарантии нет на ваши действия. Я так считаю, потому что во всем есть, как сказать, блядь, лимит. Не нужно, блядь, перешагивать ту сторону или сюда. Середина, блядь. Везде середина. Хуйней страдать все могут. Итак, Путин отменил проведение в России Всемирных игр дружбы. Об участии в них не заявил никто, кроме Беларуси. Кому нахуй его дружба нужна, блядь? Ну, тоже, блядь, хрень какая-то. Вот новости накидали. Ну да, опять Грузия. Особенности протеста в Грузии сегодня на видео. В бой идут одни старики. Пошла одна женщина и прорвала шеренгу спецназа. Вы мусор, я устала, чего вы хотите? Вы меня боитесь? Насчет Грузии, конечно, добавил бы, но как бы, как сказать им, да? Ну, в нашей компетенции, и в то же время не в нашей компетенции, потому что мы сами в жопе, грубо говоря, блядь, грустнее. Ну, я бы сказал бы так, что если есть у тебя независимость в Грузии, я бы давно бы уже пизды дал бы этому президенту сраному, или кто там нахуй, парламент, или хую вот это, который за русню топит. И все на этом. И все. Закончилось бы нахуй. Если Путин подвел бы туда какую-то армию, пизда нахуй. В этот момент должна врубиться Европа. И все. Перехуярить нахуй путинскую армию. И все закончится. Вот вам независимость. Почему, блядь, нахуй со стороны виднее, внутри какой-то хуйню делают они, блядь. Вот эти на уличные восстания, нахуй. Поэтому Башкортостан, Татарстан, смотрите и учитесь, что вот этой хуйни у нас не будет. У нас будет конкретика. Москва. Самая первая задача наша, Башкортостана, Татарстанда, не разрушая наши дома и так далее, нам нужно войну нести только на Москве. На Москве все разрухи делать. Москву-Сити, блядь, лично сам взорвать хочу, блядь. Москву-Сити полностью, все этажи, блядь, все расхуярить хочу. Все заебень хочу. Был я, сука, когда-то на 63-м этаже там, блядь. Гондонском этом, блядь. Русне, блядь. Поэтому, блядь, нахуй. Москва-Сити, блядь, это ихнее какое-то коронное место, да, блядь. Вот где яйцо хранится, вот этого аждахи, блядь. Яйцо дракона, блядь. Вот надо разъебать. Око, блядь, это ебучее московское око, Кремль и все это дерьмо. Так, идем дальше. Руководство Башкирского медуниверситета потребовало со студента умолчать о клопах в общежитии во время проверки под угрозой отчисления. Позор, блядь. В прошлом году, если помните, клопы, нашествие клопов было тут, во Франции. Пищали все, нахуй. Все пиздели, блядь. Да, чё? Пережили? Альхамдулилля, все нормально. Получается, в Башкортостане что, терпеть должны, что ли? Поливать надо, ёпта. Неизвестные также пытаются установить личность студента, рассказавшего об этом в сообществе ВК. Нихуя себе, ебанутые нахуй. О клопах в общежитии, проверке и запрете рассказал один из студентов в группе «Черный список». Сейчас она переименована в «Черные клопы» БГМУ. Башкирский государственный какой-то университет, блядь. «Черные клопы» БГМУ.
Что за БГМУ, блядь, нахуй? Аграрный, блядь, БГМУ сделали, что ли? Что-то я не могу понять, нахуй. Парень с потока стал жертвой клопов в студенческих гардеробах, поскольку на некоторые кафедры не пускают в верхней одежде. Ой, блядь, понятно. Короче говоря, ладно уж, новость уж такая не сверхъестественная. Главное, блядь, чтобы его не посадили. В тот день говорил или нет, вот снова пожар в башкирской деревне кто разжигает. В Ягуново сгорела мечеть. Деревянные здания спасти не удалось, хотя тушили всем селом, пожарные подключались. Это уже не первый случай в Башкортостане. В Халилово тоже сгорела мечеть. Люди собирают деньги на восстановление, воспринимая это как испытание. Но с чего вдруг в республике так часто горят мечети? Да, вопрос. У меня тоже этот вопрос постоянно возникает. Совпадение или кто-то провоцирует, чтобы вскоре взяться за очередное закручивание гаек? Власти молчат, ничего не предпринимая. Уверяем, если бы с такой частотой начали бы гореть отделения полиции в Башкортостане, Хабиров нашел бы средства и на пожарной сигнализации, и на огнетушителя. Но нет, мечеть это другое. Само собой, шайтан Хабиров, как говорится, он будет в джаханнаме, это однозначно. Поэтому первые задачи насчет мечети. Русские поселенцы, тут пишет кто-то, сожгли, а кому еще сжигать? Ты будешь сжигать свою мечеть? Или там тенгрианцы? Есть у вас радикалы? А, ну да, русские поселенцы сожгли, а кому еще сжигать? Ну да, правильно. Шумаргай Тамбитинда. В первую очередь, когда Башкортостан и Татарстан будем зачищать, в первую очередь снести все кресты нахуй. Башкортостан и Татарстана ни одного креста не должно быть. Вот который выпячивает деревянные кресты, которые Рамиля Саитова скидывала и за это сидит. Все эти, блядь, где увидите, будет задача такая. По всем эфирам это будет сказано. Где увидите кресты, все сжечь. Собрать все кресты, чтобы мы не бегали, блядь, с одного конца Башкортостана на другой. Где увидите кресты, все кресты сжечь. Прям принести, получается, туда бензин или что, прям это все дерево, из чего он сделан, все сжечь ебеням нахуй. Потому что Башкортостан и Татарстан должен быть мусульманским. Нам нахуй не нужны кресты. А кому нужны будут кресты, допустим, да, если марийцы, чуваши, удмурты, если они хотят помолиться, для них будет церковь. Кому-то нужна церковь, значит мы создадим церковь. Но не дохуя. Только в тех местах, где, как говорится, они будут проживать. Вот где они живут, возле дома, пусть ходят в церковь, молятся своему, как говорится, Богу. А в других местах везде должна быть мечеть, 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 мечеть. И мечеть должна быть уже не деревянная. Постараемся, иншаллах, мечети строить бетонированные, мощные, чтобы в любое время там можно было бы укрываться от всего. Должно быть в каждой мечети бункер. В каждой мечети должно быть, как говорится, минус 4 этажа бункер, грубо говоря. И верхушка это молельная, минареты и так далее. Вот примерно вот такое приспособление очень должно быть много быть. Как они создавали крепостя, а у нас в каждом углу Башкортостана, само собой, по кругу и везде должно быть по периметру мечети. Везде должны быть мечети и в идеале пулеметчики. Узкожопые вдруг захотят напасть, херачить их оттуда. Толком без ответа. Опять какое-то дерьмо. Специалист Розалия Юсупова на продолжение слушания апелляционной жалобы медиаменеджера Рауфа Рахимова в Верховном суде Башкирии не смогла толком ответить на вопрос, почему в деле дискредитации российской армии были исследованы тексты от 2021 года, то есть написаны до начала СВО. Тут только чисто мое личное мнение. Просто когда хотят убрать кого-то, они наплетут разные вещи. И вот через какое-то время, увидите, это Рауфу тоже засунут
далеко и подальше. Вот увидите. Или она сумеет опять сбежать, или опять ее засунут. Это, как говорится, 2-0. Навальный. Навальный как поехал, так и сдох. Вот так вот. Сейчас, момент. Так, стрим. Блин, момент, так, секунд. Не помню, что за нумерация стрима. 10 или 11 уже. Так, 9 стрим, уже 5 человек посмотрело. Рахмат. Так, умбранчи стримики. Так, 65 человек посмотрело самый третий стрим. 65 человек. Так, я вам говорил. Итак, секунд, окей. Получается. 12. Так, где мы там остановились? До новых новостей дойдем. Так, подряд просто уже новости почитаем. Минпромторг обвинил сервисы доставки в создании серьезных проблем для экономики России. Так, директор департамента развития внутренней торговли Никита Кузнецов отметил, что если курьеров и упаковщиков уже исчисляются миллионами, и в большинстве своем это здоровые физически сильные люди, которых так не хватает в других секторах экономики, по его словам, в России уже работает не менее 1,5 миллиона одних только курьеров, а также около 0,5 миллиона упаковщиков, сборщиков заказов и других сотрудников. Все вместе они уже отучили значительную часть потребителей от банального навыка просто ходить по магазинам. При этом сами сервисы убыточны, пожаловался Кузнецов. Вот и вам охуенная новость. В итоге, короче говоря, если 2 миллиона, грубо говоря, 2 миллиона, если это курьеры и упаковщики, то представьте, это может только 500 тысяч только это русня внутри, да, а 1,5 ляма это приезжие курьеры. Вот и все. Потому что из такси их убрали, они перешли на велосипеды и курьерничают. Кстати, сегодня как раз общался с одним арабом, значит, здесь курьерство, но он сказал, без документов хуй ты куда устроишься. Вот и все. Это не русня, как говорится. Взятку дал и устроился. Так, доллар по 200 рублей. Перспектива России на 2028-2030 годы. По подсчетам финансистов, в случае сохранения нынешнего санкционного режима, россияне вполне могут ожидать стабильную девальвацию рубля на 15-20% ежегодно. Ну, сегодня только же по новостям говорили, что укрепление и осадок будет 100. Ну, если помните, 2015 год, 80 было где-то, 80-90-100. И в итоге спустилось оно каким-то образом
все равно оно спустилось до 50. Потом все равно в 60 и ни хера никуда не спустилось. Поймите одну вещь. Любая вещь, которая что-то в свое время поднялось именно в русне, оно никогда не спускается. Потому что до 2015 года, вот как вот этот какой-то кризис, блин, в Америке или что-то было же, какая-то фигня какая-то с кредитами, было вообще 30, 27-30 было. А сейчас представьте, 120. На днях было, да, ведь 120. Вот и все. Получается, блин, за эти годы этот чертовый рубль, блядь, на, грубо говоря, на 100 рублей зачмырился. На 100 рублей, блядь. Это просто ужас. Вот меня прикалывает вот в финансовой теме, блядь, это ведь во всех странах так, блядь. Самое главное, блядь. И в Узбекистане так, блядь, нахуй эти нули ебаные ихние. Блядь, в Русне, в такой Русне, блядь, нахуй, где сосет все наши богатства, они не могут, блядь, нахуй, один к одному, хотя бы, не как евро, блядь, как доллар идти. До евро вам до Китая, блядь. Как доллар идти вы не можете, блядь. Я не могу понять, блядь. Вы с кем бодаетесь, блядь? С американцами? Вы сперва свой рубль, блядь, допустим, в свое время сделали бы нахуй, хотя бы на балансе, блядь, доллара, блядь. Может, вы могли бы бодаться. Но вы, блядь, нахуй, в данный момент на 100, грубо, да, рублей ниже этого доллара. Доллар стоит 1, это 100 рублей. Вы даете 100 рублей. Значит, вы на 100 рублей ниже плинтуса, чем доллар. И вы хотите бодаться, блядь. Когда говорили, что мы на 50-60 лет отстали, я не верил, блядь. Не понимал, наверное. Теперь понимаю, да. На 50-60 лет мы отстали, это точно. А сейчас, может, вообще на 100 рублей отстали. На 100 лет. Вот так вот. Так что я считаю, что только в независимых республиках баланс этот может быть выскочить подобие как в Индонезии, допустим, или в других местах. Я думаю, точно у них экономика хорошая. И Башкортостан с Татарстаном может до этого дойти тоже. Просто, ну, я думаю, независимость нужна. Итак, дальше. Брайан Рот. Слово Брайан Рот – гниение мозга. Стало словом года по версии Оксфордского словаря. Гниение мозга. Ну да, у Путина точно. Термин означает ухудшение психического или интеллектуального состояния человека после чрезмерного потребления онлайн-контента без содержательной ценности. Авторы словаря посчитали, что период с 23 по 24 года частота использования этого слова выросла на 230%. Понятно. Гниение мозга. Ну да. А тут и думаем, блядь, чё мы такие, блядь, тупые, да? Вот оно что. Гниение мозга у нас, блядь, идет. А Путин вообще там, блядь. На шахте Инская в Кемеровской области опять прошла забастовка работников. Опять эта шахта, блядь. Как чё, блядь, Кемерово, блядь? Кемеровская, блядь, шахта. Как они меня заебало, блядь. Тоже не могут нахуй разобраться.
Рабочие требуют выплаты зарплаты и выполнения обещанной по погашению долгов. Это уже третья забастовка на шахте, как пишет канал «Говорит не Москва». Через полчаса с момента начала протеста к Рашеву пришли представители предприятия и пообещали погасить долги в течение 2 месяцев. После этого бастующие разошлись. Опять. Помните, один раз я про эту пенсию рассказывал вам, пенсионные возраста. Когда-то рассказывал в одном эфире. Вот это то же самое. 2 месяца. А насчет пенсии мужчинам там, блядь, 63, да, или сколько-то, блядь, 57. Как это было, блядь? Женщинам 55, мужчинам 65, да? Ну вот. Представили, да, вот этот промежуток. А здесь 2 месяца. Ну давайте на 2 месяцах. Вот на 2 месяцах эти уёбки, хозяева ихние, блядь, узкожопые, столько бабла провернут, блядь, нахрен. Это уму непостижимо. Теперь представьте, пенсия. Пенсия женская, мужская, 10 лет разница, да? Они добавили нам по 5 лет. Раньше, если было 50 и 55, да? Потом стало 55-60, да? Здесь хуй поймешь, не помню, короче. Итог. Сейчас я вот это запишу. Так, сейчас. Зарегаю вот это. Стрим. 12 вроде, блядь. Кажется. И вот, насчет денег 2 месяца они перемоют и им какую-то хуйню дадут. Или еще раз наебут. Это окей. Теперь насчет пенсии. Тут пиздец математика. Допустим, 2025 год. Есть пенсионеры, которые должны выйти были. Допустим, да? Или вышли, или выйти должны, допустим, да? Допустим, им по 50 лет. Они вышли, должны выйти, да? Но им говорят, блядь, 55 выйдешь. Окей. Теперь представьте. В течение 5 лет вся Россия, точнее, в течение 5 лет не получает пенсию. И куда эти деньги деваются? Хуй знает, да? Мы даже не знаем, куда эти деньги деваются. Все, отмыли. Отмыли эти деньги. И получается, вот эти 5 лет, которые они просрали, точнее, мы просрали, пенсионеры, в 50 мы должны были выйти, но нам сказали в 55. И вот 5 лет, вот эти, они куда-то отмыли. Но ведь есть же, которые уже в 55, которые в 55, допустим, им оплатили. А вот эти вот, которые вы платите сейчас в течение этих 5 лет, они отдают, допустим, кому 60 лет. Им отдают, да? Вот представьте теперь. А вот эти 5 лет и 60 лет, которые между ними промежутки есть же, а их они куда отдают? Кто-нибудь задумался об этом? Когда пенсия, эта хуйня началась, еще я в то время еще в Москве жил, тогда я эту уже, блядь, формулу, блядь, мне в голову пришло, блядь, что это же наебка, блядь. Получается, нахуй, это жесткая наебка, блядь, населения, блядь. А там речь шла, блядь, вроде бы не 5 лет, конечно. То ли 2 или 3 года добавили. Типа они в Европе же вот так, а что у нас не так? И вот 2-3 года. И я там просто математически, блядь, у меня калькулятор, наверное, не хватил бы, блядь. 1 год только посчитать этого, блядь, сколько бабла, блядь. Поэтому пенсия
людей, и оттуда налоги, которые вы платите в течение этих 5 лет, вот эта маржа, это ебать какая огромная сумма, блядь. Это пиздец сумма, блядь. И от этой суммы, я думаю, как раз-таки они, само собой, это перемыли. Какую-то часть нахуй он сейчас пускает, блядь, в армию, на войну. И все. Поэтому, как говорится, у вас пенсия получается 10 тысяч рублей. Плюс еще добавок она не растет. И вдобавок 5 лет вам увеличили. Которые должны были 50 лет получить. Они сейчас 55 получат же. А вот эти 5-летние бабло, маржа, блядь, сраная, она вовсю, блядь, на кураже используется. Кайфуют они этим. Кайфуют. Вот и все. А мы, как обычно, лохи, которые не можем это понять. И любой может со мной сказать: нихуя ты неправильно считаешь, сказать. Хуй там считать, блядь. Там считать не надо, блядь. Там просто на маленьких суммах просто можно даже посчитать, блядь. Всю сумму нахуй считать-то, блядь. Просто доказать человеку, что идет наебка. И все, добавить года. И пиздец. На этом получается Башкортостан, Татарстан, все регионы в отсосе. Вот и все. А когда вам говорят, 200 рублей добавили на пенсию в этом году, 1000 рублей добавили на следующий год, 1000 рублей. Это вообще капля в море. То, что вам добавят, это просто, блядь, даже не кости с барского стола. Это, сука, кусочек косточки, блядь, с барского стола. И то отсасанный, как говорится, там ничего нет уже. Голый, сухой. Итак, что за хуйня? Хайская любовь Хабирова довела Башкирию до протеста. Что за дерьмо? Давайте послушаем. Ну что ж, Ради Хабиров доигрался армянскими денежками. А не думал ли ты о том, что Шарваш Карапетян, твой советник по спорту, специально подселил под тебя свою любовницу, бывшую, конечно, Карине Аветисян, для того, чтобы заселить наименее заселенный армянами населенный пункт Российской Федерации? А это, между прочим, Башкирия. В Башкирии до правления Хабирова армян не было. Они приезжали и уезжали. А ты туда заселил армян так, что сейчас башкиры ненавидят и тебя, и твою Карине, и этого Шарваша. А все, что происходит в Башкирии, связано с твоими армянскими делишками. А волнение происходит именно из-за твоих решений в пользу армян. А ты признавай свою вину. Может быть, башкиры поймут и простят тебя. Ну что ж, Ради Хабиров. Нихуя, это какой-то носатый чувак говорит, блин. Кто такой, я не знаю. Вот этот чувак, который говорит, сам тоже на армяна похож. Слышали, о чем он сказал? Охуеть. Вот видите, это он говорит наглую, подстилка это, блядь, овца. Какой-то хуй его подселил под Хабирова, блядь, и вот такая хуйня. Ну, это правда, неправда, но суть, я здесь одну вещь уловил. Если он это армян, если это армян говорит, я не знаю, кто это говорит, но о том я понял одну вещь только, что армяне, которые там,
это не все армяне. Вот по его словам так понимаю. Если это он, этот чувак тоже армянин, блять, сука, микрофон надо говорить. Если этот чувак тоже армянин, значит, получается, армяне признают, что, блядь, не все армяне такие. Вот и все. Что вот этой хуйней, которую сейчас вот Хабиров делает, да, ведь, блядь, на самом деле, да, получается, какая-то часть армян адекватных под такую хуйню, может, не подписываются. Особенно, как ихний президент сейчас хуй положил, получается, на Москву. Если из этой категории, ну, я думаю, как говорится, у каждого своя голова есть. Я думаю, подставлять, блядь, свой народ, получается, через эту прошмандовку, я бы, наверное, тоже, наверное, так оценил бы, блядь, что за хуйня. А таких у нас дохуя. Если уж на то пошло, если у Путлера на самом деле, блядь, нахуй, это овца ебаная, пизда, блядь, это родила и, блядь, детей, блядь, это метиска, блядь, русская татарка, блядь. То же самое. Как ее звали-то, эта сука? Кабаева сраная, блядь. Вот такая вот хуйня. Один черт. Я же говорю, блядь. Если ты мужик, блядь, значит, ты должен быть мужиком до конца. Баба дома командовать не должна. Особенно у президента. У президента, тут, так скажем, блядь, сука, Хабирова, подобие таких людей, которые рулят республикой. У таких гондонов жена не должна рулить. Сейчас запишу. Так, туғандар 0:34 уже. Наверное, будем закрывать, да? Потому что уже здесь сколько я? Тут непонятно, как записываю. Здесь, вот здесь 4 часа 20 минут, я говорю, туғандар. Наверное, будем завязывать. Все уже спать уже, наверное, пошли. Я ору я здесь с этим микрофоном, блядь. Нахрен. Вон, проверили, главное, вам слышно было. Я рад. Потом я послушаю. Я же его здесь могу послушать. Что там говорится? Ну, вроде он нормально. Хрен знает. Шундыхаль, душлар. Поэтому я думаю, что Башкортостан, блин, Татарстанда хоть как должны быть такие вот позиции, наверное, да, ну, как бы национальные, да, а то вот там говорим про нацизм, что-то в этом роде, да, ведь, а вот именно национальные моменты должны быть у нас, наверное, я думаю, потому что если мы свою нацию, получается, как бы не будем подымать, то тут никакой ни нацизм, ни хрена ничего, как говорится, нам уже не будет преградой, если мы свою нацию, как говорится, не будем подымать. Узкая община, вот эти все, что считаем мы нацизмом, даже они, как говорится, уже не нужны будут нам, что мы, так скажем, блядь, не уважаем свою нацию. Вот в чем прикол, блядь.
псевдо-башкортлар, псевдо-татарлар. Вот примерно вот такие мы. Вот это нужно осознать. А выйти с этого положения есть вариант. Есть вариант, если мы перестанем подчиняться Москве. Даже не в тех моментах, которые вот мы сейчас говорим, отделиться прям надо, туда-сюда, я на том эфире говорил. Мы вам просто рассказываем, как есть, а решать вам. Вот конкретно даже до отделения, даже смысл даже отделения, может, оно бы не выходило бы, допустим, на первый этап. Ну хотя бы, блин, постоять за себя же мы должны. Үзебезне yoqlarga тиеш бит инде без, әйме. Үзебезне без yoqlamасак, безне кем yoqлый икән? Мен вот шунарга аптырыйм. Допустим, у кого-то что-то какая-то беда получилась. Никто не придет помочь. Нахрен такая нация нужна? Как вот такую тему, помню, мне один чувак рассказывал. У чеченцев такая тема. Короче, какое-то ЧП происходит у чеченца где-то. Чеченцы пришли, растолковали всю тему, разрулили, уехали. А вот насчет подняться там, помочь, насчет денег у них нету, оказывается, помочь. Вот это, вот такая тема. Разрулить, приехать, помочь, все хуйня, вот это они могут, оказывается. А вот насчет того, что тебе там работу подогнать, помочь, даже чеченцу, вот этой темы нету. Вот прям лично мне это чеченцы, этот, какой-то, помню, где-то сталкивался, рассказывали. Оно такие есть, блядь. А у нас еще хуже. Мы даже, блядь, приехать, растолковать даже не можем друг другу, помочь. Не то, что деньгами или там работой чем-нибудь помочь. Понимаете смысл какой у нас? До такой степени разобщенность. Не говоря, что башкирт татарға еще. Башкирт башкиртка, татар татарға югали андый хал. Узбекта да югандый хал, кстати. Нету вот этого, блин. Жилки помогать друг другу. Не говоря о том, что узбек татарға ярдәм бирә или татар узбекке ярдәм бирә. Нихуя этого нету. Есть, может, там 0,00001%, блядь. Это чисто, блядь, какие-то ошибки, нахуй. А чтобы вот этих ошибок вообще не было, блядь, нам нужно сплотиться. Только сплочение может привести нас, блядь, к каким-то действиям. Против, допустим, даже не русской общины, а просто, блядь, вот на улице идешь, хуяс, кто-то напал, блядь. Ну, кто-то же должен помочь. А кто? Никто. Беркем юк. Мына шулай. Шунарга бізде теге свобода деген считаю, блядь, я не знаю, блядь. Не то, что свобода, а бір-бірімізге нешіктір яқынлық керек деп ойлаймын енді мына. Мен шулай деп ойлаймын. А то мына шулай сөйлейсің, и понимаешь, что, блядь, если нету какой-то поддержки, так скажем, да, какой-то темы, да, вот, чтобы эту тему разруливать вместе, там, блядь, давай, дуслар, туганлар, бірге, шулай. Мен думаю, блядь, после этого даже, я не знаю, блядь, не то, что там на Москву пойти, мы даже, блядь, в соседний аул не сможем поехать. Слушай, какая там нахрен Москва, блядь. Даже просто вот, блядь, помню, блядь, по молодости какие-то стычки были в Сабантуйда, блядь. Даже, блядь, на Сабантуе, блядь, порешать друг другу помочь нихуя никто. Никто не при делах, блядь. Вот в таком мире мы жили, блядь. Вот наша ошибка, блядь. Вот наша ошибка, блядь.
Как говорят, bir o'zing yolg'izni bo'ri oshi deganlar buyerda endi. Mana shulay endi. Bir o'zing qolsang bo'ri oshi. Mana shulay. Bo'rilar bir o'zi qolmasqa tegish. Biz bo'ri bo'lsak. Shunday hal do'stlar. Zo'r rahmat тогда. Будем заканчивать тогда. Сегодня у меня такой день был еще. Ладно. Выйдем. Потом выйдем еще. С этими. Ну, менда бу каналда бар. Если хлопнут этот канал, Башкортостан Уфа деген каналом сегодня тоже открывал. Вот есть что, его тоже, может, увидите где-нибудь. Я не знаю, если он мельтешить будет. Шулай. Есть что, анаргада язылып коёбуз. Если вам не трудно, потому что кто его знает? Вот так утром проснешься, и этот канал исчезнет. Больно сильно много наговорил уже сегодня. Могут хлопнуть. За один эфир хлопают сразу. Мына мында 476 киши Башкортостан Уфа деген. Шулай Салават Юлаев ултырагында басып тура. Аты белән. Но он кишес. Он не идет на этот. У него тоже так же монетизация сдохшая, короче, потому что я не знаю, почему у меня монетизация не идет. Не идет монетизация. Көтәрелмей ул, эфирда көтәрелмей. Вот, Салават абый айтты бит инде, что Россияда аны күреп булмый мине каналларны. Просто так вот так не увидишь его. Он не играет, он его не рекламирует YouTube, блин. Потому что блочат, короче. Что-то делают, блин, с ним. Пока ты в дружбу туда не зайдешь, ты его не увидишь. Все, YouTube ноңна бетмәде минде мин барыбер. Короче, такие конкретные высказывания не нравятся. Я это понял иногда. Вот и все. Ютубу не нравится, людям не нравится. И поэтому он уходит вниз. Не видно его никому. Поэтому ТикТок вроде пока держится на плаву. ТикТок-то буду постоянно ловиться. Шундай хал. Ярар, рахмат тогда, ябам тогда, тынычлыкка. 13 киши утыра, рахмат сезгә. Будем закругляться, наверное, тогда. Потому что намазлар укылмаган, дөресен әйтсәм. Намаз укырга кирәк. А то эфирне башлап куйгач инде теге сезне калдырмадым инде. Дөрес булмаса да. Потому что потом чисто прослушивание новостей, потом я ничего не рассказал, там не поговорили, не то было бы. Вот так вот. Матур түгел алай. Кидать. Кишини. Так. Шундай хал. Но мында хабарлар әле биткәне юк, хабарлар күп мында. И как бы потом почитаем, может, как-то вот так вот. Шундай хал. Ну, вот такой вот хабар. Олама хабар, бля, не хочется оставлять вас. Ну, прочитаю тогда. Так, для размышления людям. 20-летний Алмаз Минияров погиб в Белгородской области. До дембеля ему оставалось всего 2 месяца службы. Простились с воином 12 октября 24 года в его родной деревне Метевтамак Туймазинского района. В память о нем публикуем разговор с родственником. Каким был ваш родственник? Алмаз был добрым, упертым, у него на все имелось свое мнение, даже если оно отличалось от мнения других. Всегда топил за справедливость. Он негативно относился к алкоголю и курению. Был высоким, крепким, спортивно сложенным, сильным. Как ваша родня отреагировала на его решение принимать участие в боевых действиях? Принимать или не принимать участие в боевых действиях, его и не спрашивали. Это не его решение. Ну, мен сізге айтып тұрам.
Если вас никто не спрашивает, шығып кетіңіз. Мен ведь всегда говорю, я вам помогу заехать в Европу. Bütün қара юлларын мен білем, нешік кіруге. Виза керек мне, загранпаспорт қана қолыңызда болсын. Что было его главной мотивацией? Служить. Он солдат срочной службы, там не спрашивают, хочешь или нет. Он был против подписания контракта, его бы и не заставили. Им даже не сообщали, куда их повезли. Да, понятно. Только одно могу сказать, что 22 жылдан бері ни в какую армию не надо ехать вообще. Ни срочка, әлі нәрсе. Хоть мен ведь сізге всегда вроде говорил, одного чувака из Миякинского района, долбень один, дустом мином. Его также забрали в армию, и он попал в Грузию. 2008 или каком там, 2010 каком году Грузии была война. Просто пошел в армию, потом проснулся, говорит, в Грузии. Вот и все. Вот и все. Он в Грузии, пришлось ему там херачить. Получается, значит, что он убивал кого-то в Грузии? Удивительный вопрос. И этот долбоеб сейчас, я тогда еще говорил, пару месяцев назад, когда общался, этот долбоеб в этом, на стрельбищах, блядь, в Украину поехал. Мына шундай хәл. Татар, Башкортостаннан, Миякидан. Шундай хәл. Если бы вы и ваши родственники могли что-то поменять, пытались бы его отговорить не ехать. Сейчас бы наши родственники его прятали всеми силами от призыва. Да, не патриотично, но зато это честно. Какие воспоминания у вас останутся про него на всю жизнь? Воспоминания очень хорошие, светлые, как о человеке, любящем свою семью, немногочисленных друзей. Как сейчас живет семья погибшего Алмаза? Помогает ли им кто-либо, например, власти или родственники? Родители Алмаза сами работают и воспитывают дочь. Есть у них еще один сын, старший брат Алмаза. Власти не помогают. Чувствуется забота родственника, который тоже разделяет общее горе. Что бы вы хотели сказать другим родственникам военнослужащих? Что скажешь родственникам? Пусть их близкие вернутся живыми и здоровыми. Вернуться, блядь. Нельзя сказать, чтоб не шли, блядь. Не шли на войну, блядь. Винит ли ваша семья кого-нибудь в гибели Алмаза? Или это его судьба? И как вы относитесь к событиям в нашей стране и за рубежом? Без ответа. Я думаю, вы сами знаете ответы на эти вопросы. А мы напоминаем, что Башкортостан остается лидером по количеству потерь военнослужащих среди всех регионов России. Мы продолжаем собирать данные о всех известно погибших. Это не просто статистика, интервью на сайте. Пишите нам на почту в бот, рассказывайте свои истории. Понятно. Короче говоря, полная деградация нашего народа, полный позор. Біздің халыққа, туймазадан енді, білмеймін, бұл башқұрт малайы шекелікті енді. Миньяров. Ну да, такой здоровый пацан был, короче. Служу России. Да ну нахуй. Шундай хәл, дуслар. Полный порожняк. Шунарга, дуслар, заканчивайте с этой войной уже, блин. Никого не отпускайте. Прячьте. Отправляйте вон в Казахстан или вот сюда, в Европу, и все. Выхода другого нету. Пусть лучше подумайте вы таким образом. 2 yıl armiyaga boraylik bit endi biz. 2 yıl uyda men enkayni de ko'rmadim, atkayni de ko'rmadim. 2 yıl bo'ldi malla qo'ydi jahannam teshigida Дальний Востокda. Представьте, что вы siz uni jiberdingiz 5 yıl, 10 yıl armiyaga jiberdingiz. Zato bilasiz, kunda telefon osha eshitib turasiz. Tiriligin, tovushin, fotosin, videosin ko'rasiz. Kunda so'zlashirga можете. Окопта и соғышта ул сөйләшә алмыйсыз bilan. Вот и все. Поэтому выбор за вами. Үзегезне, якыныгызны үтереп ташларга уйласагыз, жибәрегез. А так, мен белмәйм. Бу 20
Бля, 2004 ekan, inangniki, men 2004 armiyaga ketgan edim. Bu 2004 tug'ilgan gina bu malay. 20 yaşında o'lgan. Это пиздец, блядь, это пиздец. Men armiyaga borganda bu hali tug'ilgan, еще o'lib da ketdi. Biz hali yashaymiz. Вот где несправедливость. Это деградация, одним словом. Уничтожение нашего народа. Если он был бы живой, он сколько бы башкиртов или татар родил бы. Понимаете? А хазар югу. Вот беда где. Вот так вот. Яраш, давайте на этой печальной ситуации, конечно. Мен йобам стримно. Исансов, Рахмат. Будем на связи. Еще телеграмга кіріңіз. ТикТок, Телеграм. Будем там. Вдруг, если это тоже бахнут, буду теперь на чеку быть. Выйду как-нибудь. Вот так вот. Менің тауышны ишітсәгіз мен білам енді. Алла берса. Башқа каналдан болса да. Рахмат, исән сау. Тыныш ұйқы.